Роман «Свободная» из Глен-Эйлби вдохновлен автором на основе реальных событий, произошедших в пансионе Сент-Агата в 1909 году. Все имена, персонажи и детали вымышлены, но в их основе правдивый эмоциональный отклик на забытые страницы истории. Александр Захаров. «Свободная» из Глен-Эйлби. Аудиокнига из 20 глав. Глава 1. Прибытие в Сент-Агату. Промозглый лондонский туман окутывал улицы густой пеленой, будто город сам старался скрыться от посторонних глаз. Экипаж с глухим скрипом катился по булыжной мостовой, колеса скользили по мокрому камню. Внутри, закутавшись в пальто, Елизавета Ватсон крепче прижала к себе потертый кожаный чемодан, единственную вещь, напоминавшую ей о доме, который она оставила позади. В дрожащем стекле отражалась не столько она сама, сколько все, что ей приходилось оставить. Дом на Фицрой-сквер, запах чая с бергамотом, полки отцовской библиотеки, где книги медицинского обозрения соседствовали с рассказами Эдгара По. 13-летняя девочка с непослушными рыжими волосами и россыпью веснушек на бледной коже невольно вздохнула. Ее зеленые глаза, точь-в-точь как у матери, блестели в полумраке кареты, когда она в последний раз мысленно прощалась с Лондоном. «Это для твоего же блага, Лизи», — звучал в памяти голос отца. Его фигура, прямо стоящая на крыльце, казалась статуей. Безупречный воротник, трость с серебряным набалдашником и лишь едва заметное дрожание усов выдавало скрытое волнение. «В Сент-Агате ты получишь то, чего я не смог тебе дать. Воспитание, достойное молодой леди». Она прижала пальцы к медальону на шее и серебряной подвеске, принадлежавшей матери. Внутри хранилась крошечная фотография. Женщина с мягкой улыбкой, сжимающая руки маленькой девочки. 6 лет прошло с того дня, как Мэри Ватсон скончалась от скарлатины, но рана до сих пор не заживала. Карета свернула с Блумсбери-стрит и въехала в район, где туман, казалось, становился гуще. Вдруг из молочного марева выступили массивные железные ворота, за которыми возвышался пансион Сент-Агата. Огромное серое здание с его шпилями, увитыми плющом стенами и остроконечными крышами напоминало мрачный собор. Оно давило не размерами, а атмосферой, будто само место не желало гостей. Дождь усилился, когда кучер открыл дверцу. Подол платья Лизи мгновенно намок, а волосы прилипли к вискам. Пока она выходила из экипажа, скрип ворот прорезал воздух, как лезвие ножа, резкий, враждебный. Внезапно девочка почувствовала, что на нее кто-то смотрит, и, взглянув на здание, она увидела десятки узких окон, будто прищуренные глаза, наблюдавшие за каждым ее шагом. Гравий заскрипел под сапожками, когда она пошла по аллее. Аккуратные кусты по краям казались нарочито вычурными, словно природа здесь тоже была поставлена под дисциплину. Горгульи на фасаде издевательски ухмылялись, и Лизи подумала, а ведь у этого места есть зубы. Внутри пахло полировкой, сыростью и старой бумагой. Вестибюль утопал в полумраке, тяжелые портьеры сдерживали и без того слабый свет. Лизи встретила пожилая горничная с каменным лицом и повела по широкой лестнице на 2-й этаж. Там, в кабинете с потолком, теряющимся во тьме, за массивным дубовым столом восседала мисс Эвелина Грин. Высокая женщина с ледяным взглядом и осанкой, достойной генерала, пристально изучала Лизи, как будто решала, поддается ли девочка дрессировке. «Мисс Ватсон», — произнесла она ровным, тихим голосом, — «добро пожаловать в пансион
Сент-Агата. Надеюсь, вы готовы стать достойной воспитанницей нашего заведения». При упоминании фамилии ее тон едва заметно изменился. Лиззи почувствовала, как в ее животе сжался тугой узел. В серых глазах смотрительницы мелькнула искра. Не злобы, но чего-то пугающе личного. Правила здесь просты. Подъем 6 утра, молитва, завтрак, английская литература, французский, математика, история, этикет, после обеда музыка, рукоделие, изобразительное искусство. Вечером общая молитва, отбой в 9. Нарушений быть не должно. Горничная сопроводила Лиззи в спальню, крошечную комнату с 2 кроватями и потертым ковром. В одной из них, скрестив ноги под себя, сидела девочка, бледная, с большими глазами и длинными косами. «Я Аннабель Ли», — прошептала она. Ее голос был тонок и дрожал. Когда она подняла ладонь, чтобы пожать Лизе руку, под рукавом мелькнул синяк, который она тут же прикрыла. «Добро пожаловать», — добавила Аннабель почти виновата. В ее взгляде Лиззи увидела и тревогу, и мольбу. Позже, в одиночестве, раскладывая свои вещи, Лиззи достала фотографию отца и спрятала ее под подушку. Сердце сжалось. Почему он выбрал именно этот пансион? Почему настоял? Ночь накрыла Сент-Агату, как черное покрывало. В коридоре раздались шаги. Где-то скрипнула дверь. Ветер выл за окнами, и в этом завывании слышалось что-то большее, чем просто погода. Сжимая медальон, Лиззи прошептала: «Я буду сильной, мама. Я все узнаю. Обещаю». А за стенами ее новой комнаты, со строгими молитвами и правилами, затаились чужие секреты. Пансион Сент-Агата ждал не как дом, а как лабиринт. Глава 2. Первые дни и наблюдения. Тяжелая дубовая дверь класса математики скрипнула, когда Лиззи переступила порог. 20 пар глаз одновременно повернулись в ее сторону, и девочка почувствовала, как по спине пробежал холодок. Ряды парт, выстроенные с математической точностью, были заполнены ученицами в одинаковых серых платьях с белыми воротничками. Их спины были неестественно прямыми, словно к каждой спине была прикреплена невидимая линия. В этот момент ей показалось, будто она оказалась в театре, где все актеры уже выучили роли, а она — опоздавшая зрительница, внезапно вытолкнутая на сцену. Даже воздух здесь казался плотным, как пергамент, на котором раз за разом переписывали старые, не подлежащие изменению правила. «Мисс Ватсон?» — раздался холодный голос. У доски стояла высокая женщина с заостренным, словно клюв хищной птицы, носом и тонкими, плотно сжатыми губами. Ее темное платье, застегнутое под самым горлом, казалось продолжением строгой атмосферы класса. «Дамы», — ответила Лиззи, стараясь, чтобы голос звучал уверенно, как учил отец. «Я мисс Блэкторн. Займите место у окна рядом с мисс Аннабель Ли». Лиззи направилась к указанной парте, где сидела худенькая девочка с длинными темными косами. Аннабель едва заметно подвинулась, освободив место, и прежде чем Лиззи успела усесться, та украдкой вытерла глаза платочком. Лиззи опустилась на скамью, стараясь не выдать растерянности. Девочки вокруг будто снова обратились в каменные изваяния. Ни взгляда, ни вздоха. Только легкий запах промокшего шерстяного платья, мела и чего-то невыразимо сдержанного, как будто весь класс боялся дышать слишком громко. Воздух в классе был пропитан запахом мела и какой-то неуловимой тревогой. На доске аккуратным почерком были выведены уравнения,
Но Лиззи не могла сосредоточиться на цифрах. Ее внимание привлекла странная атмосфера класса, напряженная тишина, прерываемая только скрипом перьев и редкими вздохами. Мисс Блэкторн начала урок, ее голос звучал монотонно, как тиканье больших напольных часов в холле пансиона. Лиззи открыла тетрадь и сделала вид, что записывает, но краем глаза следила за соседкой. Аннабель постоянно теребила воротничок платья, будто он душил ее, а когда мисс Блэкторн проходила мимо их парт, девочка вздрагивала, как от удара. Лиззи почувствовала странное сжатие в груди. Она вспомнила, как однажды отец говорил ей, что самые страшные раны не на коже. Есть взгляды, от которых хочется спрятаться сильнее, чем от кулака, — говорил он, рассматривая свежую газетную вырезку. Лиззи вдруг подумала, что это место полно таких взглядов. В дальнем ряду сидела белокурая девушка, державшаяся особенно прямо. Ее золотистые локоны были уложены безупречно, а на воротничке поблескивала маленькая брошь, заметное украшение, которое Лиззи заметила среди всех учениц. Девушка поймала взгляд Лиззи и едва заметно усмехнулась, отчего по спине пробежал неприятный холодок. Улыбка была без намека на радость, скорее напоминала тонкую трещину на стекле, изящную, но опасную. Что-то в ее манере смотреть заставляло Лиззи напрячься, как перед приближением грозы. «Мисс Ватсон», — голос мисс Блэкторн прозвучал резко, как хлыст, «раз вы так внимательно изучаете класс вместо доски, возможно, вам удастся решить это уравнение». Лиззи поднялась и подошла к доске. Пальцы дрожали, когда она взяла мел, но годы занятий с отцом не прошли даром. Она быстро решила задачу, стараясь не обращать внимания на пристальный взгляд учительницы. Она чувствовала, как внутри просыпается что-то упрямое и теплое. Не ради похвалы, ради собственного достоинства. Быть способной, несмотря на страх, значит быть свободной. Так учил ее отец. И с каждой цифрой, выписанной на доске, она словно возвращала себе часть потерянной опоры. Мисс Блэкторн поджала губы еще сильнее. «Садитесь. В следующий раз я ожидаю большего внимания к уроку и меньшего наблюдения». Вернувшись на место, Лиззи заметила, как Аннабель украдкой показала ей большой палец. Это был первый дружелюбный жест, который она увидела в пансионе. Маленький знак, но в этой обстановке он значил многое, как свеча в подвале. Лиззи сжала губы и пусть незаметно, но кивнула в ответ. Когда прозвенел звонок, возвещающий об окончании урока, девочки встали настолько синхронно, что это казалось результатом долгих повторений. Они почти сразу направились к выходу, но Лиззи намеренно задержалась, сделав вид, что собирает учебники. «Ты молодец», — прошептала Аннабель, задержавшись рядом. «Обычно новенькие не выдерживают допроса мисс Блэкторн». «Спасибо», — ответила Лиззи. «А что?» Но договорить она не успела. В дверях появилась высокая фигура белокурой девушки. «Аннабель, не забудь о своих обязанностях», — произнесла она тоном, который мог бы заморозить даже летним днем. Аннабель побледнела и торопливо выскочила из класса, оставив Лиззи одну. Белокурая девушка, Клара Харрингтон, как позже узнала Лиззи, смерила ее оценивающим взглядом и медленно удалилась, и ее шаги отдавались в пустом коридоре. После математики начались другие уроки, каждый из которых казался продолжением первого. Та же самая гнетущая атмосфера, те же неестественно прямые спины, те же неуверенные взгляды. На уроке французского Лиззи заметила, как одна из девочек передавала записку, но учительница, мадмуазель Дюпон, казалось, намеренно не заметила этого. Это невнимание не было рассеянным. Скорее, оно было выученным. Как будто мадмуазель умела видеть все, но предпочитала выбирать, на что смотреть. И в этом тоже был скрытый урок. К концу учебного дня голова Лиззи гудела от напряжения. Она старалась подмечать каждую деталь, каждый взгляд, каждый шепот. Привычку, которую она переняла у отца. «Наблюдательность, Лиззи», — часто говорил он, — это ключ к пониманию любой ситуации.
Но сегодня даже наблюдательность утомляла. Слишком многое нужно было запомнить, слишком многое спрятать в себе. Вечером, когда девочки готовились ко сну, Лиззи сидела на своей узкой кровати, пытаясь записать впечатления дня в маленький дневник, который тайком привезла с собой. Внезапно она услышала приглушенные голоса, доносящиеся из коридора. Выглянув в щель неплотно прикрытой двери, она увидела Клару Харрингтон, которая быстро шла по коридору, прижимая руку к щеке. За ней следовала мисс Грин, надзирательница. Ее каблуки стучали по паркету, как молоточки судьи. Лиззи тихо закрыла дверь и вернулась к кровати. В темноте она услышала, как Аннабель ворочается на соседней кровати, что-то шепча во сне. Где-то в здании часы пробили 10, и их звук разнесся по коридорам пансиона, перекликаясь со скрипом старого дерева и шорохом ночного ветра за окном. Словно в каждом звуке была зашифрована чья-то исповедь. Пансион не просто хранил секреты, он жил ими. Засыпая, Лиззи думала о письме, которое напишет отцу завтра. Но что именно она может рассказать? О странной атмосфере напряжения? О загадочных взглядах и недосказанных фразах? Нет. Она решила, что пока она не поймет, что здесь происходит, лучше вести свои наблюдения при себе. В конце концов, отец всегда учил не делать поспешных выводов без достаточных доказательств. Последней мыслью перед тем, как провалиться в сон, была уверенность. В этом пансионе скрывается какая-то тайна, и она обязательно ее раскроет. Ведь она — дочь доктора Ватсона, и разгадывание загадок у нее в крови. Глава 3. Слухи о скандале. Сырой рассвет едва пробивался сквозь тяжелые шторы, когда Лиззи проснулась от странных звуков. Сквозь тишину пансиона, как призрачный зов, доносилась мелодия. Тонкая, надрывная, будто кто-то играл не на скрипке, а на собственной боли. Лиззи села в постели, прислушиваясь. Все должны были спать. Строгий распорядок пансиона не допускал самовольного подъема до звонка. Сначала ей показалось, что это сон, но музыка продолжалась. С перебоями, словно исполнитель, колебался между желанием поделиться своей болью и страхом быть услышанным. Лиззи осторожно встала. Ее босые ноги коснулись ледяных досок пола, и она поежилась. Накинув шерстяной халат, девочка приоткрыла дверь и шагнула в полумрак. Коридор был погружен в дремотное безмолвие. Только редкие газовые фонари отбрасывали на стены пятна дрожащего света, превращая викторианский орнамент обоев в рой черных насекомых. Скрипка звала не прямо, не отчаянно, но настойчиво. Словно кто-то молил не спасти, но хотя бы услышать. Лиззи шла на звук, почти не дыша. Знакомая третья половица у портрета основательницы пансиона скрипнула под ее ногой, как всегда предательски громко. Сердце колотилось, как у воробья, загнанного в ловушку. Но никто не появился. Лишь скрипка продолжала звать. Теперь ближе, пронзительнее. Дверь в музыкальную комнату была приоткрыта. Изнутри лился тусклый, медово-мерцающий свет свечи. Лиззи заглянула внутрь и замерла. У окна, напротив стекла, за которым догорал рассвет, стояла Клара Харрингтон. Ее тонкая фигура, выпрямленная как струна, казалась изваянным из тени и света. Скрипка дрожала в ее руках. Смычок метался по струнам, извлекая ноты, будто вырванные из горла. Глаза Клары были закрыты. Слезы текли по ее щекам, но она не замечала их, словно играла не для кого-то, а вопреки. Но вдруг половица под ногой Лиззи скрипнула. Мелодия оборвалась. Клара вздрогнула, как спугнутая птица, и смычок выскользнул из пальцев,
глухо ударившись о пол. «Пожалуйста», — прошептала Клара, обернувшись. В ее голосе дрожал страх. «Пожалуйста, не говори, что видела меня здесь. Никому». Лиззи шагнула внутрь. В свете свечи она увидела синяк на запястье старшей воспитанницы. Темный, как пятно, чернил на белой странице. «Что случилось?» — спросила Лиззи тихо, но с дрожью в голосе. Клара покачала головой и быстро вытерла слезы, словно надеялась, что так сотрет и саму боль. «Уходи, Лиззи, и забудь. Это ради твоего же блага». За завтраком Лиззи невольно наблюдала за Кларой. Та сидела безупречно прямо, как всегда. Но теперь ее руки, державшие нож и вилку, едва заметно дрожали. Мистер Фостер, молодой учитель музыки, бросал на нее короткие взгляды каждый раз, когда мимо проходила мисс Грин. И каждый раз бледнел. Аннабель, сидевшая рядом, заметила взгляд Лиззи. «Не смотри на них», — прошептала она. «Просто не надо». В ее голосе звучал такой неподдельный страх, что у Лиззи по спине пробежал холод. Позже, на уроке истории, класс встретил нового преподавателя, мистера Блэквуда. Высокий, сдержанный, с проницательным взглядом, он казался чужим даже на фоне строгого пансиона. Его лекция была странной. О средневековых допросах, пытках, пытливости как опасном пороке. Некоторые девочки вздрагивали, но мисс Грин, сидевшая в углу, одобрительно кивала. «История учит», — произнес он, остановившись у окна, «что те, кто хранит чужие секреты, часто платят высокую цену». Он посмотрел прямо на Клару. Лиззи заметила, как побелели костяшки ее пальцев. После урока, прячась за стеллажом с географическими картами, она увидела, как Клара протянула мистеру Фостеру конверт. Маленький, тонкий. Тот быстро спрятал его в карман и тут же ушел, даже не оглянувшись. Во время самостоятельных занятий Лиззи отправилась в библиотеку. В поисках книги о викторианском Лондоне она открыла старый том, и из него выпала пожелтевшая газетная вырезка. Заголовок: «Трагическая смерть в престижном пансионе». В статье упоминалась загадочная гибель ученицы 5-летней давности. Но текст обрывался на полуслове, как будто кто-то намеренно вырвал продолжение. «Любопытство может быть опасным, мисс Ватсон», — раздался за спиной холодный голос мисс Грин. Она выхватила вырезку и медленно сложила ее. «Особенно здесь. Вернитесь к занятиям». Глаза Лиззи метнулись к полке, как будто пытались найти там еще кусочки правды, но все исчезло, словно газета была лишь тенью сна. Вечером, проходя по коридору мимо витражных окон, Лиззи увидела. В саду Клара передавала сверток мистеру Фостеру. Их лица были напряжены. Фостер отступил в тень, когда из здания вышла мисс Грин. Клара не успела отойти, и смотрительница с холодной грацией подошла и, словно в танце, взяла ее за локоть, увлекая прочь. Словно все уже было решено. Поздней ночью спальный корпус снова огласили тихие рыдания. Лиззи не выдержала, осторожно пробралась к комнате Клары. Дверь была не заперта. Странная оплошность в пансионе, где все должно быть под контролем. Клара сидела на кровати, обхватив колени. Слезы оставляли мокрые дорожки на ее щеках. «Они заставляют меня. Я должна. Если нет, они все расскажут». Голос сломался, становясь почти детским. И вдруг шаги. Быстрые, точные. Лиззи юркнула за портьеру и затаила дыхание. Вошла мисс Грин. В руках бумаги. Лиззи не видела, что на них, но в свете лампы различила красную сургучную печать. «Завтра», — сказала она тихо, — «все должно быть выполнено. Как мы договорились,
без отклонений. Клара кивнула, едва заметно. Когда шаги смотрительницы растворились в коридоре, Лиззи выскользнула из укрытия. Клара даже не удивилась. «Уходи», — прошептала она, — «и не возвращайся. Никогда». Лиззи вернулась в свою комнату. Сердце стучало, как молот. Она не знала, что именно скрывается за внешним блеском пансиона, но теперь была уверена. Здесь происходят вещи, о которых не пишут в буклетах. Вещи, которых боятся даже те, кто молчит. И именно поэтому она должна узнать правду. Глава 4. Подозрительное поведение. Утро вползло в пансион не светом, а серой мглой. Туман за окном был такой густой, что даже очертания вековых деревьев в саду стерлись, как неосторожно нарисованные тени. Казалось, само здание, старое, впитавшее в себя поколение девичьих голосов и шепотов, затаило дыхание. Лиззи проснулась резко, будто вынырнув из сна, в котором не было ни силуэтов, ни звуков, только ощущение неправильности. Она не сразу поняла, что именно ее разбудило. Может быть, тишина. Пансион обычно просыпался медленно, со скрипом половицы, кашлем служанки, но сегодня все было как вымершее. Она села на кровать, откинула покрывало и заметила. Ее учебник истории лежал на столе раскрытым, хотя вчера она точно закрывала его. Листок бумаги выглядывал из середины, свернутый, как перо на подушке. Осторожно, с невольной торжественностью, Лиззи развернула его. Бумага была тонкой, почти прозрачной и пахла лавандой. Тот самый запах, что витал вокруг Клары, когда она плакала, играя на скрипке. Почерк был неуверенным, дрожащим, словно писали в спешке или страхе. «Они следят за каждым шагом. Если хочешь знать правду, проверь третью половицу у камина в библиотеке». Каждое слово било, как колокол. Лиззи почувствовала, как внутренняя пустота еще с той ночи, когда мама не вернулась домой, наполняется чем-то новым. Это не была надежда, скорее долг, страх, обернувшийся в решимость. Она спрятала записку в медальон матери, медный, с тонкой гравировкой на обороте. «Веритас, амор, морс, истина, любовь, смерть». Весь день прошел для Лиззи в напряженной замкнутости. Уроки казались нелепыми декорациями на фоне чего-то большого и зловещего. На математике она заметила, как мистер Блэквуд, не мигая, наблюдает за девочками. Его пальцы беспрестанно теребили перо, а блокнот, черный, обшитый кожей, все чаще открывался. Во время обеда случилось нечто странное. Маргарет Фостер, одна из самых уравновешенных и холодных учениц, вдруг побледнела и обмякла, оседая на пол, словно ее выдернули из действительности. Девочки закричали, зашуршали юбками, как вспугнутые птицы. «Тишина!» — прорезал воздух голос мисс Грин. Он был негромким, но в нем был металл. «Это всего лишь духота. Всем в комнаты». Но Лиззи заметила детали. Как служанка, низко опустив голову, спешно уносила стакан Маргарет. Как мистер Блэквуд почти возбужденно записал что-то в блокнот. И как Клара, неестественно выпрямившись, смотрела на все это с таким выражением, словно у нее на глазах сбывались худшие предчувствия. После обеда Лиззи медленно, будто нехотя, направилась в библиотеку. В кармане пальто мятая записка. Она взяла с полки несколько книг, сделала вид, что ищет материалы к докладу. Ее глаза все время искали то самое место. Камин. Темный, как пасть, обвитый резными существами, похожими на гротескных сфинксов и рыцарей в агонии. Легенда гласила, что камин был привезен из Франции
из разрушенного монастыря, где монах сошел с ума, ведя хронику дьявольских чудес. Когда библиотека опустела, Лизи подошла ближе. Половица под ногами скрипнула. Третья слева. Она выглядела чуть темнее, будто ее касались недавно. Пальцы соскальзывали, но, наконец, она нащупала край, приподняла и увидела углубление. Внутри конверт. На нем инициалы МВ и дата. 1898 год. Лизи замерла. Мэри Ватсон. Это имя как эхо раздалось в ней. Имя, которое она слышала в шепотах, в снах, в незаконченных фразах отца, сломленного горем. Резкий скрип двери вернул ее в реальность. Она поспешно спрятала конверт в платье и вернула половицу. В библиотеку вошла мисс Грин. Ее глаза были как стекло, холодные, отражающие, но ничего не выдающие. «Мисс Ватсон, уже поздно. Возвращайтесь в комнату». «Да, мисс Грин, я как раз закончила». Позже в тусклом свете ночника Лизи рассматривала конверт. Бумага была хрупкой, как кожа старика. Она развернула письмо и сразу узнала почерк. Тонкий, изящный, с характерным наклоном, точно такой же был на открытках, которые мама присылала из пансиона, когда еще была воспитательницей. «Дорогая Эмили, я должна предупредить тебя. То, что происходит в пансионе, не просто странности. Это не карантин. Это опыты. Они ищут что-то, что может изменить не только разум, но и душу. Я собрала доказательства, но мне угрожают. Если со мной что-то случится, ищи в библиотеке, под камином. Прости меня, прости за то, что втянула тебя. Мэри». Последние слова были размыты. Словно кто-то, или сама мама, плакал, пока писал. Или уже после. В этот момент в дверь постучали. Тихо, почти извиняясь. Это была Аннабель. Бледная, будто меловая. Она присела на край кровати, не поднимая глаз. «Я видела. Минувшей ночью. Из окна. Мисс Грин и какой-то мужчина... Они выносили сундук из подвала. И...» Она сглотнула. «Внутри кто-то был. Я слышала стоны». Лизи замерла. Сердце стучало, будто отбивая счет времени. «Ты уверена?» «Да». Я хотела крикнуть, но не смогла. Когда Аннабель ушла, Лизи сидела в темноте. Письмо матери сжималось в ее руках, как последняя связь с тем, что было. Но теперь оно стало чем-то другим, ключом, проклятием, а, возможно, предупреждением. И вдруг запах. Он пришел из-под двери, сладкий, приторный, как запах лилий в гниющем саду. Лизи вскочила, но голова закружилась. Она подошла к двери. Заперто. Снаружи раздавались шаги, голоса. Один глубокий, мужской, другой сухой, почти шипящий. Мисс Грин. Белесый дым начал просачиваться в комнату. Словно сам туман, что утром плыл за окном, нашел путь внутрь. Последнее, что Лизи увидела, прежде чем все погрузилось в черноту, это отблеск луны в медальоне на ее груди, там, где хранилась записка. А потом тишина. Глава 5. Обнаружение улики. Удушливый дым, похожий на серовато-белый туман, заполнял комнату, медленно просачиваясь сквозь щели под дверью. Он стелился по полу, извиваясь, как живое существо, цепляясь за ножки кровати, подбираясь к Лизе все ближе, ближе. Она резко села. В ушах звенело, ее сердце колотилось, будто хотело вырваться из груди. Горло першило, и на языке остался странный привкус, как будто она проглотила горсть пепла, смешанного с чем-то сладковатым, травяным. Лизи огляделась.
Полумрак комнаты размывал привычные очертания. Где же Аннабель? Соседняя кровать была пуста. Смятое одеяло, подушка, откинутая к изголовью — все говорило о поспешном уходе или о чем-то худшем. Лиззи вскочила на ноги, едва не оступившись. Холод от каменного пола пробежал по коже, заставив ее вздрогнуть. Она схватила подол ночной рубашки, прижала к лицу, инстинктивно, как в те игры из детства, когда она играла в шпионов с отцом и пряталась в шкафу под старыми одеялами. Только это была не игра. Что это за дым? Почему дверь заперта? Где Аннабель? Паника нарастала. Лиззи бросилась к окну. Потянула, дернула, бесполезно. Старинная рама словно вросла в стену, неподвижная и холодная. Она стиснула зубы, отчаяние гудело в висках, руки дрожали. Ее взгляд упал на кочергу у камина. Тяжелая, из темного металла, с декоративной головкой в виде грифона. Она схватила ее обеими руками и начала бить по раме, а затем всаживать кончик между стеклом и деревом, расшатывая створку. Внезапно снаружи раздался глухой удар, потом еще один, и за ним протяжный колокольный звон. 3 раза. Ровно 3. С короткими паузами. Пожарный сигнал. Но запаха гари не было, только этот странный аромат, горьковатый, с легкой сладостью, что-то между сушеным ладаном и тлеющим корнем валерианы. В коридоре раздался голос: «Всем оставаться в своих комнатах! Это учебная тревога!» Холодно, четко, как команда. Голос мисс Грин. «Учебная тревога? В такую ночь?» Лиззи с яростью ударила по раме последний раз, и окно поддалось. Створка открылась с протяжным скрипом. Холодный ночной воздух влетел в комнату, разметая дым. Он обжег лицо, но был как спасение. Снаружи сад, завеса тумана. В лунном свете кусты казались вычурными скульптурами, дорожки — тонущими в зыбкой мгле. И тогда она увидела движение. Возле часовни полуразрушенного здания с обвалившейся частью крыши несколько фигур несли что-то большое, завернутое в темную материю. Как носилки или сверток. Среди них сутулая фигура мистера Блэквуда, не спутать ни с кем. В его руке блеснул металлический предмет. Может, скальпель? Фонарик? Куда они идут? Что за сверток? Не раздумывая, Лиззи быстро накинула шаль, затащенную под подушку, на случай ночных холодов, и вылезла наружу. Колени дрожали, руки соскальзывали с водосточной трубы, но она двигалась вниз, как будто за ней стояла чья-то неведомая сила. Оказавшись на земле, она перебежками двинулась за тенями. Сад был полон звуков. Шорохи, капли росы, скрип раскачивающихся качелей. За каждым кустом мог прятаться кто угодно или никто. Они подошли к часовне. Стены заросли плющом, стекла на витражах были разбиты. Лиззи осторожно подобралась к щели и заглянула внутрь. То, что она увидела, не укладывалось в голове. На алтаре Клара, старшая воспитанница, неподвижная, с побледневшим лицом. Вокруг нее люди в медицинских масках. Мисс Грин держала флакон с мутной жидкостью, Блэквуд аккуратно раскладывал хирургические инструменты, словно готовился к операции. На лице его жуткая сосредоточенность, как у скульптора перед последним ударом резца. Они проводят эксперименты. Шепот за спиной. Лиззи обернулась. Аннабель, бледная, с тенью страха в глазах. В руках у нее дневник с потертым кожаным переплетом. Как и 10 лет назад. Твоя мама пыталась остановить их. Теперь они боятся, что ты узнаешь правду. Лиззи едва стояла на ногах. Мир качался. Голоса из прошлого всплывали. Обрывки разговоров, шепоты, запреты. Слишком многое складывалось в мозаику, которую она не хотела видеть. И тогда вой сирены. Сначала далеко, как эхо. Потом ближе. Реальный, острый, жгучий звук. В часовне началась суета. Люди в масках засуетились.
Инструменты исчезли под плащами, флакон в кармане. «Бежим!» — выдохнула Лиззи, схватив Аннабель за руку. Внутри пансиона они столкнулись с мистером Блэквудом. Он стоял, тяжело дыша, без маски. Лицо измучено, губы дрожат. «У вас есть час», — выговорил он. «Потом карантин. Никто не выйдет. Возьмите это». Он протянул конверт, Лиззи сжала его, не сразу решаясь даже взглянуть. «Проект «Лазарь». Ваша мать была права, это должно прекратиться». Их шаги эхом отдавались в мраморных коридорах. В ночной тишине здание грохотало голосами. Кто-то звал по имени, кто-то стучал в двери. Сирена гудела неумолимо. Они выбежали в сад. Укрылись в старой беседке, заросшей плющом. Внутри конверта фотографии, вырезки, отчеты, карточки пациентов, одна из которых с крестом и подписью «ЭК. Нестабильно. Повторный ввод невозможен». На фото — мать. Молодая, суровая, стоит рядом с другими учеными. Лаборатория за их спинами. «Мы должны добраться до твоего отца». Лиззи молча кивнула. В ее сердце все смешалось. Страх, гнев, жгучая решимость. Она была уже не просто ученицей. Она была свидетелем, дочерью, разоблачителем, мишенью. И теперь врагом проекта «Лазарь». Глава 6. Поиски союзников. Ночная тишина пансиона разрывалась отдаленным воем полицейских сирен. Лиззи трясущимися руками заталкивала мамин дневник в складки юбки. Этот потрепанный кожаный дневник, который Аннабель подобрала где-то во время бегства от газовой атаки и передала ей в общей суматохе, теперь казался невероятно ценным. Рядом с ней Аннабель лихорадочно собирала вещи в небольшой саквояж. «Быстрее, Лиззи! Они уже близко!» — прошептала Аннабель, нервно поглядывая на окно, где красные отблески мигалок плясали на темном стекле, создавая жуткую игру теней. Лиззи кивнула. Ее взгляд на мгновение задержался на последней записи в дневнике, которую она успела прочесть. «Эксперименты должны быть остановлены. Цена слишком высока». Почерк матери, обычно аккуратный и ровный, здесь был торопливым, будто она спешила записать эти слова. В коридоре послышались торопливые шаги и приглушенные голоса. Девочки замерли. Через щель под дверью просачивался тусклый свет керосиновой лампы, и на полу мелькали тени спешащих людей. «Нужно идти через западный коридор», — прошептала Аннабель. «Там меньше всего окон, нас труднее заметят». Они осторожно приоткрыли дверь спальни. Коридор был погружен в полумрак, только редкие газовые светильники отбрасывали желтоватый свет на темные обои с витиеватым узором. Прижимаясь к стенам, девочки двинулись вперед, стараясь ступать как можно тише. Внезапно из-за угла донеслись громкие голоса. Лиззи схватила Аннабель за руку и потянула в нишу за массивной гардиной. Они едва успели спрятаться, когда мимо них стремительно прошли смотрительница мисс Грин и мистер Блэквуд. «Вы не понимаете, что натворили!» Голос мистера Блэквуда дрожал от едва сдерживаемого гнева. «История повторяется!» «Молчите!» — резко оборвала его смотрительница. «Все под контролем. Документы!» Лиззи заметила, как смотрительница торопливо засунула какие-то бумаги в карман своего строгого черного платья. Когда шаги стихли, девочки выбрались из укрытия. «Нам нужно попасть в кабинет смотрительницы», — решительно сказала Лиззи. «Там могут быть ответы». Аннабель испуганно посмотрела на подругу. «Но это слишком опасно». «Именно поэтому мы должны это сделать. Мама что-то знала об этих экспериментах, что-то настолько важное, что...» Лиззи не договорила. Обе знали, что случилось с ее матерью. «Несчастный случай», — так сказал отец. Но теперь, когда всплыли эти записи, когда начали происходить странные вещи в пансионе, они больше не верили в это.
Кабинет смотрительницы находился в конце коридора. Дверь была приоткрыта. Внутри царил хаос. Разбросанные бумаги, опрокинутая чернильница, черные пятна на дорогом ковре. На столе среди беспорядка Лиззи заметила фотографию в разбитой рамке. Она осторожно взяла ее в руки. С пожелтевшего снимка смотрела молодая мисс Грин, а рядом с ней Лиззи почувствовала, как сердце пропустило удар. Рядом стояла ее мать, совсем молодая, но, несомненно, она. На обороте фотографии была надпись «Эксперимент удался. М.В.» «Лиззи?» Испуганный шепот Аннабель заставил ее вздрогнуть. В дверях стояла Клара, бледная как полотно. Ее, видимо, тоже удалось выбраться из часовни в общей панике. «Они хотели использовать нас, как использовали других», — выпалила она, протягивая Лиззи потрепанный журнал в кожаном переплете. «Это медицинские записи. Твоя мать, она пыталась это остановить». Лиззи схватила журнал, быстро пролистывая страницы. Записи, формулы, имена. Некоторые она узнавала. Воспитанницы, которые внезапно покинули пансион по семейным обстоятельствам. Внезапно в коридоре послышался шум. Клара схватила их за руки. «Скорее, к черному ходу!» Они бежали по темным коридорам, а вой сирен становился все громче. У черного хода их ждал мистер Блэквуд. Очевидно, после ссоры со смотрительницей он поспешил сюда, чтобы помочь девочкам. Его обычно аккуратный костюм был помят, а в глазах читалась смесь вины и решимости. «Возьми», — он протянул Лизе конверт. «Это тот, который он дал ей у часовни с документами о проекте. А теперь добавил к ним адрес. Здесь адрес человека в Шотландии. Он знал твою мать. Найди его». Внезапно раздался знакомый голос. «Лиззи!» Она обернулась. В полумраке стоял ее отец, Джон Ватсон. Его лицо было встревоженным, но решительным. «Папа!» — начала Лиззи, но он прервал ее, крепко обняв. «Прости, что не верил», — прошептал он. «Теперь беги. В Шотландии ты будешь в безопасности». Он вложил в ее руку железнодорожный билет и мамины часы. Те самые, которые она всегда носила на цепочке. «Но как ты узнал?» — спросила Лиззи. «Твоя записка». «И?» Я начал замечать странности. Документы, которые нашел в больнице. История повторяется, как сказал мистер Блэквуд. Но теперь у нас есть шанс все исправить. Снаружи послышались полицейские свистки и крики. Времени больше не было. «Идите через сад», — быстро сказал мистер Блэквуд. «Там есть калитка, она ведет к переулку. Карета ждет на углу Квин-стрит». Лиззи в последний раз обняла отца, крепко сжимая в руке мамины часы. Они побежали через темный сад, где кусты роз отбрасывали причудливые тени в свете полицейских фонарей. Калитка скрипнула, выпуская их в темный переулок. Последнее, что увидела Лиззи, оглянувшись на пансион, — это силуэт отца. Он стоял в окне, высоко, почти незаметно, но ее взгляд мгновенно нашел его. Его фигура была словно высечена из тьмы и стекла, одинокая, сгорбленная. Он прижал ладонь к стеклу. Простое движение, но в нем было больше, чем в сотне слов. Его плечи дрожали, как будто он хотел крикнуть, но не мог. Он был тем, кто остался, не потому, что не хотел бежать, а потому, что решил остаться и отвлечь тех, кто охотился на них. Лиззи видела, как свет фонаря, преломившись сквозь каплю на стекле, скользнул по его лицу, и ей показалось, что он плачет. Сердце болезненно сжалось. Она знала, что бы ни случилось дальше, она обязана найти правду. Ради него. Ради мамы. Ради тех девочек, чьи имена были вписаны в маминых записях, словно надгробие в книге, что должна была стать рассказом о жизни. Карета стояла в тени старого вяза, будто часть пейзажа, сливающаяся с ветвями и туманом. Лошади переминались с ноги на ногу, фыркая. Их дыхание паром клубилось в холодном воздухе.
кучер, высокий, молчаливый, с накинутым капюшоном, даже не посмотрел на них. Он просто протянул руку, помогая по одной забраться внутрь, как будто делал это уже 1000 раз. Дверца кареты хлопнула, глухо, окончательно. Колеса застучали по мостовой, и звук этот напоминал отсчет времени. Пансион медленно исчезал за окнами, превращаясь в тень, в призрак. Лиззи вглядывалась в него, пока тот не исчез, надеясь, что отец все еще там, все еще смотрит, что они встретятся снова. Внутри кареты пахло кожей, сеном и слабым ароматом лаванды, запахами, в которых смешивалась и деревенская простота, и что-то домашнее, почти забытое. Девочки сидели, прижавшись друг к другу, молча, но не потому, что не было слов, потому что слова не вмещали всего. Лиза дрожащими пальцами открыла дневник. Бумага шуршала, как сухой лист, сердце билось в ритме строк. Последняя страница. Ее почерк. Мамин. Шотландия хранит ключ. Найди профессора Макдональда. Он знает правду о формуле. Слова были не просто строчками. Они были дверью, надеждой, путеводной нитью в клубке лжи. Лиза провела пальцем по фразе, будто пытаясь почувствовать тепло руки, что писала эти слова. Она представила, как мама сидела, возможно, ночью, со стиснутыми зубами, зная, что у нее почти нет времени, и все же писала. Для нее. Чтобы Лиза могла идти дальше. Аннабель накрыла ее руку своей, Клара молча смотрела в окно. «Мы справимся», — тихо прошептала Лизе, не поднимая глаз. «Ради нее». Карета мчалась вперед, по лондонским улицам, унося их навстречу рассвету. За ними остался пансион, но впереди была дорога и тайны, которые еще предстоит раскрыть. Глава 7. Противостояние. Мокрая брусчатка глухо вторила торопливому бегу 3 силуэтов, ныряющих в промозглую пелену лондонского тумана. Лиззи ощущала не только физическое жжение в легких от быстрого бега, но и внутреннее, от острого осознания тяжести их недавних действий. Украденные документы и дневник матери обжигали кожу через тонкую ткань сумки, небрежно перекинутой через плечо. Каждая секунда этой отчаянной гонки по опустевшим утренним улицам была пропитана риском. «Быстрее, сюда!» — хриплым шепотом выдавила Аннабель. Ее рука указывала на темный, словно пролом в стене, проулок между зданий. Издалека донесся высокий пронзительный звук полицейских свистков, заставляя их сердца сжиматься и ноги двигаться еще быстрее. Внезапно, с глухим стуком, Клара споткнулась о неровный камень мостовой. Сумка Лиззи резко распахнулась, и спасенные листы бумаги, трепеща словно напуганные белые птицы, взмыли в промозглый воздух. Это были, вероятно, страницы того самого медицинского журнала, который Клара взяла из пансиона. Резкий порыв ветра мгновенно подхватил их, безжалостно разбрасывая по сырой улице. «Нет!» Истошный возглас Клары пронзил тишину. В ее голосе звучали одновременно паника и отчаяние. Она бросилась обратно, пытаясь поймать ускользающие листы. Лиззи и Аннабель, не раздумывая, кинулись на помощь, лихорадочно собирая мокрые бумаги, пока вдали, сквозь молочную завесу тумана, мерцали холодные огни полицейских фонарей. Сердце Лиззи болезненно сжалось от страха не успеть, от страха потерять то немногое, что могло пролить свет на тайну матери. Была ли это ее вина? Не уследила за сумкой, не предвидела опасности? Мучительный укол ответственности пронзил ее. Склад, задыхаясь от напряжения и быстрого бега, указала Лиззи на массивное темное здание, маячившее у линии доков. «Там можно укрыться, переждем там».
Старый склад встретил их удушливым запахом просохшей рыбы и едким ароматом морской соли. Под ногами предательски стонали и скрипели половицы, заставляя каждую двигаться с предельной осторожностью, стараясь ступать как можно тише. Лиззи машинально нащупала в кармане маленькое гладкое тело фонарика. Подарок отца, который всегда лежал у нее под рукой, как символ его присутствия и защиты. В тусклом, дрожащем луче света, вырвавшемся из фонарика, оживали пыльные углы и громоздились таинственные тени. В этом скупом освещении Лиззи развернула дневник матери. Ее пальцы слегка дрожали, когда она касалась плотных страниц, исписанных знакомым изящным почерком. Каждая строчка казалась голосом из прошлого, шепотом тайны. Последняя запись была оборвана резко, словно чья-то рука прервала рассказ на полуслове, именно в тот роковой день, когда не стало мамы. Что она пыталась написать? Что скрыть? Или что передать? «Смотрите». Голос Аннабель был тихим, но в нем чувствовалось нервное напряжение. Она протянула Лиззи медицинский журнал, тот самый, украденный из кабинета смотрительницы мисс Грин. Его страницы были смяты и потрепаны после падения, но плотные чернильные записи оставались отчетливо читаемыми. Ее пальцы мелко дрожали, когда она провела ими по строкам, указывая на странные, пугающие записи. Списки имен, даты и загадочные заметки, сокращения, цифры, намеки на реакции и дозировки. Что это были за эксперименты? На ком их ставили? «Здесь имя твоей матери, Лиззи», — почти беззвучно прошептала Клара. Ее лицо побледнело, когда она указала на одну из записей в списке. Она тоже была в этих списках. Сердце Лиззи подпрыгнуло к горлу, болезненно сжавшись. «Мама, здесь, в этих страшных списках. Что это значило? Была ли она жертвой или участницей?» Мучительные вопросы роились в голове, наслаиваясь на страх. Внезапно резкий скрип половиц, отличный от их собственного, заставил всех троих замереть, окаменев от страха. Дыхание перехватило. В темноте, едва подсвеченной слабым лучом фонарика, показался смутный силуэт, и девочки инстинктивно прижались друг к другу, ища поддержки в общей опасности. Но их страх сменился удивлением и облегчением. Это оказалась миссис Брикс, старая служанка из пансиона. «Я знала, что найду вас здесь». Ее голос был тихим, но твердым, лишенным привычной старческой дрожи. Она осторожно поставила на пыльный пол плетеную корзину. Внутри виднелись краюха хлеба, завернутые сыр и сложная теплая одежда. «Послушайте меня внимательно, девоньки. У нас очень мало времени». Миссис Брикс быстро, сбивчиво, но ясно рассказала о том, что видела 10 лет назад. О странных ночных передвижениях, о докторах в масках, о криках, доносившихся из подвала. «Ваша мать, мисс Лиззи», ее взгляд остановился на девочке. Она перво это обнаружила, пыталась собрать доказательства, остановить их, но все исчезло вместе с ней. Слова служанки упали тяжелым грузом, заполняя пустые места в головоломке, которую Лиззи так долго собирала. Мама знала, пыталась остановить, и поплатилась. Чувство вины вновь поднялось, обжигая горло. Почему она не спросила отца раньше? Почему не настояла? Старая служанка достала из глубокого кармана своего фартука сложенную в несколько раз записку. Бумага была пожелтевшей и тонкой. «Это кое-что, что может помочь вам в вашем опасном пути. Идите в Шотландию. Там, в пансионе Глен Элби, вы найдете человека, который хорошо знал вашу мать. Доверьтесь ему». Шотландия. Другая страна. Неизвестность. Страх вновь кольнул Лиззи, но рядом с ним крепла решимость. Внезапно яркий свет полицейских фонарей прорезал темноту склада, скользя по щелям в досках и освещая клубы пыли в воздухе. Девочки замерли, притаившись за грудой старых ящиков. Дыхание застряло в горле. В этой напряженной тишине
Клара случайно задела шаткую старую бочку. Грохот, казалось, разнесся по всему кварталу. Шаги патруля замерли прямо у входа на склад. Их обнаружили? Неужели все напрасно? «Оставайтесь здесь, тихо!» — прошептала миссис Брикс. Прежде чем девочки успели осознать ее намерение или остановить, она выскользнула наружу. Через щели в досках, замирая от страха и восхищения смелостью старой женщины, они видели, как миссис Брикс, пошатываясь и громко напевая какую-то старинную балладу, подошла к полицейским. Она изображала подвыпившую старуху, которая заблудилась в тумане, умело отвлекая их внимание. «А, господа хорошие, офицеры доблестные, помогите старушке несчастной найти дорогу домой, совсем память отшибла». Ее голос был высоким и дребезжащим, как старый колокольчик. «Через черный ход! Быстро, пока они отвлечены!» — скомандовала Лизи. Ее голос звучал непривычно резко и властно. Перед тем, как нырнуть в спасительную темноту переулка за складом, Лизи успела заметить кое-что невероятное. Миссис Брикс, продолжая отвлекать полицейских, украдкой показала им что-то, зажатое в морщинистой ладони. Это был медальон. В тусклом свете он блеснул знакомым серебром, точно такой же, какой всегда носила на шее ее мать, и такой же, как тот, что сейчас хранил записку Клары. Это не могло быть простым совпадением. Чувство глубокой, необъяснимой связи пронзило Лизи. Что объединяло этих женщин? Какую роль играла миссис Брикс во всей этой истории? На вокзале, несмотря на ранний час, царило привычное столпотворение. Густые клубы пара, вырывающиеся из утробы паровозов, смешивались с вездесущим лондонским туманом, создавая сюрреалистичную, призрачную атмосферу. Спешащие пассажиры с тревожными лицами, суетливые носильщики с громоздкими чемоданами — все сливалось в одну хаотичную, мельтешащую картину. В этой пестрой толпе, словно вынырнув из сна, Лизи увидела мистера Блэквуда. Их взгляды встретились всего на мгновение, но этого было достаточно. Он не выдал их, лишь едва заметно, почти незаметно для стороннего наблюдателя, кивнул в сторону платформы номер 3. Неожиданная помощь. Почему он помогал? Что им двигало? Очередной вопрос без ответа, повисший в тумане неопределенности. И тут ее сердце вновь болезненно сжалось, но уже не от страха, а от облегчения и неожиданной радости. Она увидела отца. Джон Ватсон с неизменной тростью в руке быстро и решительно направился к ним. Его лицо было бледным и встревоженным, но в глазах горела решимость. Он крепко, насколько позволяли обстоятельства, обнял дочь. «Прости меня, Лизи. Прости, что не верил сразу, что отмахнулся от твоих слов». Его голос был глухим от волнения. Он говорил быстро, отрывисто. «Теперь беги, доченька. Этот конверт...» Он вложил в ее руку плотный запечатанный конверт. «Он должен быть у тебя. Там все, что нужно знать о проекте «Лазарь». И это...» Он достал из внутреннего кармана пальто старую, пожелтевшую фотографию. На ней была ее мать, молодая, с решительным взглядом, стоящая у массивных каменных ворот пансиона Глен Элби в Шотландии. К фотографии был аккуратно прикреплен маленький металлический ключик с выгравированными инициалами МВ. «Твоя записка, Лизи, и документы, которые я нашел в больнице. Я понял, что история повторяется, что этот ужас вернулся. Блэквуд подтвердил мои самые страшные подозрения. Теперь у нас есть шанс все исправить. Пожалуйста, не упусти его». Снаружи, уже совсем близко, послышались резкие полицейские свистки и громкие требовательные крики. Времени на прощание не оставалось. «Поезд на Эдинбург отправляется через 5 минут. Просьба пассажирам пройти на посадку».
Громкий голос проводника разорвал суету вокзала. «Идите через этот выход», — быстро, почти подталкивая их, сказал доктор Ватсон. «Там есть менее заметный проход к платформе 3. У вас уже есть билеты?» Лиззи кивнула, вспомнив плотный картонный прямоугольник билета, который отец дал ей ранее во время их сумбурного побега из пансиона. «Тогда бегите». Его голос дрогнул, но взгляд оставался твердым. Он вложил в ее ладонь прохладное, гладкое тело маминых часов. «Я отвлеку их, уведу по ложному следу. Теперь ваша задача добраться до Шотландии, найти ответы». Лиззи в последний раз торопливо, но крепко обняла отца. Чувство вины за то, что она оставляет его одного перед лицом опасности, смешивалось с острой болью прощания. Она сжала в руке мамины часы и ключик. Они побежали по указанному отцом пути. Калитка скрипнула, выпуская их на залитую туманным светом платформу. Последнее, что увидела Лиззи, обернувшись через влажную завесу тумана вокзала, были мелькающие вдали огни фонарей, направляющиеся к главному входу здания. Отец с его невероятным умом и хитростью, должно быть, повел преследователей по ложному следу. Мысль об этом немного успокоила ее измученное сердце. Паровоз издал протяжный и надрывный гудок, словно прощаясь с городом, и девочки поспешили к своему вагону. Лондон, единственный город, который Лиззи когда-либо знала как дом, медленно растворялся в молочной дымке утреннего тумана. Позади оставались строгие стены пансиона Сент-Агата, ужасы проекта «Лазарь» и отвага миссис Брикс и отца. Впереди их ждала Шотландия и пансион Глен-Элби, место, которое, возможно, хранило ответы на все вопросы, ключи к прошлому матери и их собственному будущему. Сидя у окна мерно движущегося поезда под монотонный стук колес по стыкам рельсов, Лиззи достала дневник матери. В тусклом сером свете раннего утра она вчитывалась в последние строки, пытаясь найти в них хоть какой-то намек, какую-то подсказку, пролить свет на все, что произошло. Строчки расплывались перед глазами от усталости и пережитого, но она не могла заставить себя сомкнуть глаза. Каждая буква, каждое слово казалось важным, полным скрытого смысла. Что она пыталась сказать? О чем предупредить? «Что ты думаешь обо всем этом? Обо всем, что мы узнали?» — тихо спросила Аннабель, присаживаясь рядом. Ее голос был усталым, но в нем звучало любопытство. Лиззи медленно покачала головой, глядя в окно. «Я думаю...» — голос был хриплым, словно израненным, «что мы только начинаем понимать, насколько все серьезно. Эти эксперименты, записи в журнале, имя мамы в этих списках — это не может быть просто совпадением. Все связано с ней и с этим местом, с пансионом Глен-Элби». На ее лице отражалась смесь страха перед неизвестностью и решимости докопаться до истины. Была ли мама героиней или жертвой, или и тем, и другим? Клара, сидевшая напротив, осторожно достала из сумки спасенные документы. Те самые страницы медицинского журнала. Ее лицо было задумчивым. «Нам нужно разобрать все это, пока есть время. В пути. Может быть, мы найдем что-то важное, что-то, что поможет понять, что именно там происходило, и что нам делать дальше». Поезд мерно стучал колесами, унося их все дальше от привычного, хоть и полного тайн, мира пансиона смотрительницы мисс Грин, от знакомых улиц Лондона, от всего, что они знали. Но Лиззи чувствовала странное неожиданное спокойствие. Впервые за долгое время она была уверена, что движется в правильном направлении, даже если этот путь был полон опасности и неизвестности. Это был путь к истине. Медальон матери, который она всегда носила на шее, словно стал теплее. Теперь, когда она увидела точно такой же у миссис Брикс, это не могло быть простым совпадением. Что-то связывало этих женщин, какая-то общая тайна или цель, что-то важное, что могло пролить свет на все загадочные события,
и на роли ее матери в этой истории. За окном проносились последние пригороды Лондона, постепенно сменяясь безмятежными сельскими пейзажами. Новый день медленно вступал в свои права, окрашивая горизонт в нежные оттенки розового и серого, и вместе с ним начиналась новая, непредсказуемая глава в жизни Лиззи Ватсон, глава, которая, возможно, приведет ее к разгадке тайны, преследовавшей ее семью все эти долгие годы. Путь к истине редко бывает легким, но она чувствовала себя готовой пройти его. Глава 8. Письмо отцу и последствия. Мелкий, неустанный дождь барабанил по оконному стеклу купе, размывая внешний мир в акварельные стремительные мазки. Шотландские холмы проносились мимо, безмолвные серые призраки, тонущие в молочной пелене тумана. Внутри старого вагона, пропахшего углем и пылью вековых путешествий, царила напряженная тишина, нарушаемая лишь шелестом бумаг и монотонным, словно колыбельная для измотанной души, стуком стальных колес, увозящих их все дальше от знакомого, но теперь чужого Лондона. Лиззи прижалась лбом к холодному влажному стеклу. Капли дождя собирались в причудливые изменчивые узоры, стекая вниз по стеклу, словно слезы незнакомого мира за окном, или ее собственные, невыплаканные до конца. Одиночество этого огромного, незнакомого пространства, скрытого за завесой дождя и тумана, давило на грудь, вызывая тоску по оставленному дому, по отцу. Но концентрация на документах, на загадке отгоняла страх, давала цель в этом внезапно изменившемся мире. «Смотрите», — прошептала Аннабель. Ее голос был тих, почти благоговеен. Она склонилась над потрепанным кожаным дневником матери Лиззи, листы которого она бережно держала, словно хрупкую драгоценность. Здесь снова упоминается проект «Эхо», и дата всего за месяц до... Она не закончила фразу, но в сгустившейся тишине купе Лиззи поняла все без слов. За месяц до смерти матери. Ее пальцы невольно, машинально коснулись серебряного медальона на шее, самой дорогой, самой сокровенной вещи, оставшейся от Мэри Ватсон. Он был холодным на ощупь, но его присутствие на коже дарило странное, почти мистическое ощущение связи с мамой, словно крошечный холодный оберег в мире, внезапно ставшим враждебным. В этом медальоне хранилась не только память, но и тайна, и теперь их общая судьба. Клара, сидевшая напротив, у окна, что выходило в коридор, выглядела совершенно изможденной. Каждая черточка ее лица кричала об усталости и пережитом ужасе. Тени под ее глазами казались еще глубже и заметнее в тусклом, нездоровом, желтоватом свете единственной лампы, свисавшей над их головами. Лицо было бледным, губы плотно сжаты в тонкую линию. Она нервно теребила край своей серой форменной юбки, словно пытаясь найти утешение в знакомой ткани. «Эти медицинские осмотры», — начала она, ее голос был прерывистым, едва слышным шепотом. «Смотрительница мисс Грин, она всегда выбирала только старших девочек, она говорила, что это для нашего же блага, для здоровья, но после них некоторые менялись, становились какими-то отрешенными, словно часть души у них отнимали, часть их самих». Лиззи почувствовала, как по спине пробежал ледяной холодок от этих слов. Они не просто ставили опыты, они что-то забирали, что-то, что делало человека собой. Этот аспект ужаса был даже страшнее физических страданий. «Что именно, что она делала?» — едва выдавила Лиззи, голос ее дрожал.
«Я не знаю точно», — ответила Клара, уставившись невидящим взглядом на свои нервно теребящие пальцы. «Меня не успели вызвать, но Мэри Блэквуд, помните ее? У нее были длинные золотистые косы, и она так прекрасно играла на пианино. После последнего осмотра она перестала разговаривать, совсем. Просто сидела и смотрела в одну точку. Как сломанная кукла. Через неделю ее забрали родители. Больше о ней никто никогда не слышал в пансионе. В этот момент Клара казалась невероятно одинокой и хрупкой. Ее обычная надменность полностью исчезла, оставив только измученную, напуганную девочку. Резкий, неожиданный скрип двери купе, словно грубое вторжение в их уединение, заставил всех троих вздрогнуть. В проеме появился высокий, сухопарый мужчина. Его форменный китель проводника сидел на нем безупречно, подчеркивая его строгую осанку. Но взгляд серых, невероятно цепких глаз скользнул по ним оценивающе, словно он изучал не пассажиров, а потенциальных преступников. На левой щеке темнел старый рваный шрам, придававший его лицу суровое, почти жестокое выражение. Его взгляд мгновенно остановился на медальоне Лизи, лежавшем поверх платья, и она инстинктивно, почти не задумываясь, прикрыла его рукой под воротником. Чувство опасности обострилось. «Проверка билетов, юные леди», — произнес он. На его лице появилась легкая, скользнувшая по губам улыбка, которая почему-то показалась Лизе неестественной, слишком натянутой и фальшивой для его резкого, жесткого лица. Она заставила ее внутренне напрячься еще сильнее. Пока девочки торопливо доставали билеты, те самые, что отец дал им при побеге, казавшиеся сейчас пропуском в новую опасную жизнь, проводник достал маленький блокнот в черном кожаном переплете и что-то быстро записал тонким металлическим карандашом. Лизи заметила, как его глаза снова, на этот раз более пристально, скользнули по медальону на ее шее, прежде чем он резко повернулся и вышел из купе, плотно, с громким щелчком, закрыв за собой дверь. «Вы слышите?» — прошептала Аннабель через несколько минут. Она прислушивалась к звукам из коридора, ее глаза были широко распахнуты от страха. Доносился приглушенный разговор, проводник говорил по служебному телефону. Голос его звучал глухо, но отдельные зловещие фразы долетали до них. «Да, трое, как было указано, медальон подтверждает, ожидайте в Глен Элби». Холодный липкий пот выступил на лбу Лизи. Их опознали. Ни номер вагона, ни их внешность. Медальон. Символ связи с матерью. Реликвия стал меткой, сигналом для тех, кто их искал. И их ждали именно там, куда они так отчаянно стремились. Истина, к которой они рвались, оказалась ловушкой. Поезд начал замедлять ход, его монотонный, успокаивающий стук колес становился прерывистым, предвещая скорую остановку. Они приближались к маленькой затерянной станции, утопающей среди покрытых вереском мрачных холмов. Станция выглядела пустынной и совершенно заброшенной в сгущающихся и сине-черных сумерках. Только одинокая фигура в длинном темном пальто стояла на почти пустой платформе. Лизи почувствовала, как ее сердце пропустило удар, а затем бешено заколотилось. Силуэт был до боли знакомый, несмотря на расстояние, рассеивающийся свет и завесу тумана. «Мистер Блэквуд?» — прошептала она, не веря своим глазам. Но фигура уже растворилась в молочной пелене тумана, словно никогда и не появлялась здесь, словно ему и не следовало там быть. Когда поезд окончательно остановился, на их сиденье, откуда только что встала Лизи, осталась свежая газета, небрежно свернутая. Явный знак. Аннабель дрожащими руками развернула ее. На первой полосе, под ярким, бросающимся в глаза заголовком, подчеркнутым алым карандашом, была статья
загадочная эпидемия в женских пансионах, случаи необъяснимой нервной лихорадки участились, врачи разводят руками. «Экспериментальное лечение, необъяснимое исчезновение», читала Клара дрожащим голосом, проводя пальцем по строкам, словно пытаясь ощутить реальность этих слов. Это то, что происходило в нашем пансионе. Это не болезнь, это их работа». Лиззи быстро достала медицинский журнал из потайного кармана платья. Листы, которые они с таким трудом собрали на складе, казались теперь бесценной уликой. Страницы были заполнены аккуратными, методичными записями, списки препаратов, дозировки, краткие пометки о результатах. Рядом с именами стояли пугающие пометки. Успешно, требуется корректировка, неудача. Рядом с некоторыми именами были маленькие кресты. «Смотрите», — Аннабель указала на одну из записей, ее глаза расширились от ужаса и понимания. «Мэри Ватсон, последняя запись. Это же день смерти моей матери», — закончила Лиззи. Ее руки дрожали, когда она перелистывала страницы, написанные знакомым, строгим почерком смотрительницы мисс Грин. Но некоторые заметки, сделанные более резким, угловатым почерком, явно принадлежали кому-то другому. Кому? Блэквуду? Или еще кому-то из тех, кто стоял за этим ужасом? Внезапно поезд резко, с металлическим скрежетом и лязгом затормозил, бросая их вперед. Мир за окном погрузился в кромешную тьму. Дождь усилился, превращаясь в настоящий, бушующий ливень, который заглушал все остальные звуки, кроме собственного грохота по крыше вагона. Металлический голос по громкой связи объявил о незапланированной технической остановке. «Что-то не так», — прошептала Клара, вглядываясь в непроглядную, пугающую темноту за окном. Ее голос был напряженным. «Смотрите!» К поезду, словно призраки, материализовавшиеся из тумана и ливня, приближались две фигуры. Длинные темные плащи скрывали их очертания, медицинские маски, лица. Их движения были целенаправленными, уверенными. В них не было ничего случайного или поспешного. Они двигались с пугающей методичностью. Охотники. Лиззи быстро достала ключ, который дал ей отец на вокзале. Только сейчас, вглядевшись внимательнее в тусклом свете купе, она заметила, что помимо инициалов МВ, на нем была выгравирована крошечная схематичная карта, план, ведущий от главных ворот Глен-Элби куда-то вглубь территории пансиона, подсказка матери или ловушка. Внутренний голос мучительно взвешивал варианты. В коридоре послышались шаги. Тяжелые, размеренные, методичные. Они приближались к их купе, не оставляя сомнений в своих намерениях. Звук шагов становился все громче, все ближе. Сердца девочек колотились в груди, как пойманные в клетку птицы. «Быстро! Прячьте все!» — прошептала Лиззи, засовывая дневник, журнал и конверт с документами в потайной карман, который она пришила к изнанке своего платья еще в пансионе, предчувствуя необходимость что-то скрывать. Громкий требовательный стук в дверь купе заставил их вздрогнуть и замереть. «Медицинский осмотр. Откройте, пожалуйста». Этот голос, холодный, властный, лишенный каких-либо эмоций. Лиззи никогда не забудет этот голос. Это была смотрительница мисс Грин. Клара побледнела еще больше, если это вообще было возможно. Ее глаза были широко распахнуты от чистого неподдельного ужаса. Аннабель схватила Лиззи за руку. Ее пальцы были ледяными и дрожащими. «Что нам делать?» — беззвучно произнесла она, глядя на Лиззи умоляющим взглядом, полным отчаяния. «Мы не можем открыть». Лиззи посмотрела на запотевшее окно, за которым бушевала неукротимая стихия, чувствуя себя загнанной в угол, пойманной в ловушку. Они были где-то посреди бескрайних шотландских холмов, вдали от любой помощи, окруженные тьмой ночи, враждебным ливнем и людьми в масках. Но теперь она понимала ясно, с ужасающей отчетливостью, это не случайная техническая остановка. Их ждали.
Готовились к их появлению с того самого момента, как проводник увидел медальон на ее шее. Их путь к истине оказался короче, чем они думали, но привел их прямо в руки тех, от кого они бежали. Стук повторился, более настойчивый, с оттенком нетерпения и скрытой угрозы. Голос смотрительницы стал чуть громче. «Юные леди, не заставляйте нас ждать. Это простая формальность. Нам просто нужно убедиться, что с вами все в порядке. Мы знаем, что вы там. Откройте добровольно». Лиззи сжала медальон матери в кулаке, до боли врезая его в ладонь. Внутри него хранилась крошечная фотография, единственное, что осталось от прежней безопасной жизни, от мира, где не было теней, тайн и экспериментов над людьми. Теперь она понимала ясно, с абсолютной, леденящей душу уверенностью, смерть ее матери не была случайностью. И что бы ни ждало их в Глен-Эйлби, это было не просто школа, а место, неразрывно связанное с проектом «Эхо» и теми ужасными, бесчеловечными медицинскими экспериментами, жертвами которых стали другие девочки и, возможно, ее собственная мать. Выбор был невелик, и ни один из вариантов не казался правильным. Открыть дверь и попасть в руки врагов? Пытаться бежать в бушующую ночь? Ключ повернулся с громким, зловещим металлическим лязгом. Дверь купе начала медленно открываться, выпуская в тесное, душное пространство купе поток холодного воздуха из коридора и длинную, пугающую тень входящих фигур. Глава 9. В тени коридора. Холодный, влажный воздух из распахнувшейся двери купе мгновенно заполнил спёртое пространство, неся с собой резкий запах дезинфекции и примесь уличной сырости. На пороге возникла мисс Грин, но это была уже не чопорная смотрительница из пансиона. Ее тщательно уложенные седые волосы растрепались. Несколько влажных прядей небрежно прилипли к покрасневшему лбу. В глазах, обычно холодных и расчетливых, сейчас плясал лихорадочный огонь, а на бледных щеках проступили нездоровые, пугающие пятна. За ее спиной, словно выросшие из ночного кошмара, высились две зловещие фигуры в длинных черных плащах. Их лица скрывали белые медицинские маски, а за стеклами очков равнодушно поблескивали отражения тусклого коридорного света. Те самые, промелькнуло в голове у Лиззи, те, кто наблюдал за ними на станции. «Медицинский осмотр, девочки», — произнесла мисс Грин, и ее голос, обычно властный и стальной, сейчас звучал непривычно высоко и дрожаще, срываясь на неприятные фальшивые ноты. Она сделала шаг вперед, ее фигура полностью перегородила узкий проход. Инстинкт самосохранения сработал мгновенно. Клара, сидевшая ближе всего к двери, среагировала с поразительной быстротой. С преувеличенным, почти театральным жестом, словно пытаясь отвлечь внимание хищника, она неловко задела стоявший на откидном столике стакан с водой. Звон разбивающегося стекла, брызги, разлетевшиеся по обивке сидений и полу, на долю секунды заставили мисс Грин и ее спутников замереть. Этого короткого мгновения хватило Аннабель, чтобы проворно, почти незаметно, сунуть сложенную пачку медицинских листов глубоко в подкладку своего небольшого саквояжа. Мисс Грин, казалось, не обратила ни малейшего внимания на разбитую посуду и растекающуюся по полу воду. Ее взгляд, горячечный и немигающий, методично скользил по лицам девочек, а тонкие холодные пальцы принялись ощупывать их лбы, запястья, шеи. Что она искала? Признаки болезни? Страха? Или, что еще хуже, следы их недавнего побега? Когда ее ледяные пальцы коснулись шеи Лиззи, там, где под воротником платья скрывался медальон матери, поезд внезапно дернулся, рывком возобновляя свое движение после неожиданной остановки. Скрип тормозов сменился мощным толчком, и весь вагон содрогнулся, словно живое существо, пробуждающееся от спячки. Один из высоких мужчин в маске потерял равновесие, и его черный кожаный саквояж с едва заметной медицинской эмблемой упал на пол с глухим тяжелым стуком. Из распахнувшейся сумки, зловеще поблескивая в тусклом свете одинокой лампы, по полу покатились стеклянные ампулы, наполненные прозрачной, слегка маслянистой жидкостью. «Осторожнее с препаратами!» — прошипела мисс Грин. Ее голос стал низким и злым,
полным едва сдерживаемой ярости, направленной на неуклюжего спутника. Казалось, даже белая маска на ее лице дрогнула от напряжения. Но ее резкий окрик внезапно оборвался. В дверях купе, словно материализовавшись из полумрака коридора, возник проводник, высокий мужчина со шрамом, пересекающим его левую щеку. Его взгляд был спокоен, но в самой его позе чувствовалась твердая, непоколебимая решимость. Его неожиданное появление в этой напряженной ситуации внушило девочкам хрупкое, неожиданное чувство безопасности. «Прошу прощения, мэм, но это купе необходимо немедленно освободить». Его голос звучал уверенно и властно, не допуская возражений. Возникли технические проблемы. Срочно. Проходя мимо Лизи, он едва заметно, почти неуловимо подмигнул ей, словно передавая молчаливое заверение в своей помощи, тонкую нить доверия в мире, где никому нельзя было верить. Лицо мисс Грин исказилось от ярости и разочарования. Она открыла рот, готовая разразиться гневной тирадой, но пронзительный свисток главного кондуктора, раздавшийся где-то далеко впереди, заставил ее замолчать. Скрипя зубами, с явным неудовольствием, она принялась быстро собирать свои вещи и укатившиеся ампулы. Наклонившись к Лизе, когда та поднималась со своего места, она прошептала ей прямо в ухо, и ее голос был полон холодной змеиной угрозы. «В Гленэлби вас уже ждут, мисс Ватсон, и там вы никуда не денетесь». От этих слов по спине Лизи пробежал ледяной, парализующий холодок. Проводник действовал быстро и решительно. Он жестом указал им следовать за ним и перевел девочек в другое купе, расположенное в середине состава. Проходя через гулкий, пахнущий углем и машинным маслом тамбур, он незаметно, ловким движением сунул Лизе сложенную вчетверо записку. От помятой бумаги пахло дымом, сыростью и горьковатым ветром с вересковых пустошей, запахами их бегства. «Ваша мать была права. Они возобновили эксперименты. Будьте готовы», — гласили торопливо нацарапанные строки. Уже в новом купе, когда поезд набирал скорость, Лизи успела заметить в окно, как мисс Грин и ее мрачные спутники, черными силуэтами выделяясь на фоне серого хмурого неба, спешно покидают поезд на какой-то маленькой, затерянной в холмах станции, освещенной тусклыми керосиновыми фонарями. В руках они несли черный чемодан с едва заметной медицинской эмблемой. Почему проводник помогает? Какую игру он ведет? Этот вопрос тревожно пульсировал в сознании Лизи. В новом купе было заметно теплее и суше. На откидном столике лежал свежий номер газеты «Таймс». На первой странице Лизи с ужасом узнала фотографию горящего здания, их пансиона Сент-Агата. Столб черного дыма поднимался в низкое небо. «Загадочный пожар в престижном учебном заведении», — гласил мрачный заголовок. Клара воскликнула, указывая на пометки красным карандашом на полях газеты. Знакомый узор линий — «Это почерк мистера Блэквуда». Лизи достала ключ с гравировкой, который сжимала в руке с момента встречи с отцом. В чуть лучшем свете нового купе она снова внимательно изучила тонкие, изогнутые линии на металле. Что-то в этом узоре казалось ей невероятно знакомым. Она сравнила его с нечеткими линиями на крошечной карте, выгравированной на обратной стороне ключа, и внезапно поняла — это не просто ключ от двери. Узор повторял очертания скал под шотландским пансионом, где, судя по схеме, находился тайный проход. За окном начали появляться первые признаки настоящей горной местности. Мрачные, покрытые мхом утесы вырастали прямо из земли. Ветер завывал за окном, его голос звучал как предостережение. В коридоре снова послышались шаги, на этот раз сопровождаемые странным, резким металлическим скрежетом. Шаги остановились у их двери. В наступившей тишине было слышно тяжелое дыхание. Внезапно поезд с грохотом вошел в длинный тоннель, погружая купе в абсолютную тьму. В этот момент дверь медленно, с тихим скрипом, начала открываться. «Чай, юная леди? Что-нибудь к чаю?»
Раздался добродушный голос пожилой женщины с фонарем и громоздкой тележкой, издававшей тот самый скрежет. На полках позвякивали чайники и чашки. Проводница украдкой показала им знак лилии, тот самый, что был в записях матери. Пока проводница разливала чай, она тихо произнесла: «Будьте осторожны в Глен-Элби. Идите за лилией». Ее взгляд на мгновение задержался на медальоне Лизи и ключе. После ее ухода Лизи достала дневник матери. Некоторые фразы теперь обрели новый, пугающий смысл. Тайны, спрятанные в камне. Камень, как узор на ключе. Поезд продолжал свой путь на север. Пейзаж за окном становился все более суровым. Лизи думала о тайнах Глен-Элби, об экспериментах, о роли матери. День угасал. В своем отражении в окне Лизи увидела незнакомое лицо и приняла решение найти правду. Поезд нес их в ночь навстречу судьбе. Глава 10. Туманный Глен-Элби. Промозглый шотландский ветер, не знающий пощады, пронизывал до самых костей, неся с собой едкий запах соли и влаги, когда старая карета наконец замерла у подножия скалистого, неприступного утеса. Запотевшие, покрытые изнутри испаренные окна, мутными, непроницаемыми пятнами скрывали мир снаружи, но Лизи чувствовала его присутствие, дикое, необузданное, враждебное. Глядя через стекло на темный угрожающий силуэт замка Глен-Элби, возвышающийся над ними в тусклом, призрачном свете полной луны, она ощущала, как место, которое должно было стать убежищем, превращается в ловушку. Древние, сложенные из черного камня стены, казались почти живыми, а острые шпили башен, теряющиеся в клочьях тумана, цеплялись за низкие тяжелые облака, предвещая скорый, неминуемый шторм. «Добро пожаловать в ваш новый дом, юные леди», — произнес кучер. Его голос был хриплым, грубым, пропитанным сильным, почти неразборчивым шотландским акцентом, который звучал как еще одна грань неприветливости этого места. Он распахнул дверцу кареты, впуская резкий порыв ледяного ветра и терпкий запах моря, который тут же заполнил тесное пространство. Аннабель, которая всю долгую, изматывающую дорогу от станции дремала на плече Лизи, тяжело вздохнула, вздрогнула от холода и шума, просыпаясь от, казалось, тяжелого давящего сна, от которого осталось лишь смутное, тревожное послевкусие. Узкая, словно шрам на лице скалы, тропинка, грубо вырубленная прямо в камне, вела вверх, петляя среди огромных, покрытых мхом валунов и колючего, цепляющегося кустарника к массивным боковым воротам замка. Где-то вдалеке, в глубине бескрайних, мрачных вересковых пустошей, раздался протяжный, тоскливый, полный одиночества волчий вой. Он эхом отразился от отвесных прибрежных утесов, усиливаясь, множась, проникая под кожу и заставляя непроизвольно вздрогнуть. Морской ветер доносил соленые брызги, запах водорослей и тины, смешанный с резким, горьковатым ароматом вереска, растущего повсюду, словно дикий нескошенный ковер. Этот запах был другим, не похожим на лаванду пансиона Сент-Агата, но таким же тревожащим. «Держись ближе», — прошептала Лизи, инстинктивно протягивая руку и беря Аннабель за кисть. Рука подруги была ледяной, дрожащей. Их шаги по неровным скользким каменным ступеням отдавались гулким эхом в ночной тишине, ложась тяжелыми тенями на древние стены замка. Фонарь, который нес сопровождающий их молчаливый слуга, в плотной, непроницаемой одежде отбрасывал пляшущие, причудливые тени,
создавая зловещий, молчаливый танец на камне. Камень под ногами был влажным и скользким от моросящего, непрекращающегося дождя. Каждый шаг требовал осторожности, чтобы не оступиться, не упасть в эту чернильную тьму. Массивные, окованные потемневшим от времени железом дубовые двери со стоном и протяжным надсадным скрипом отворились, впуская их в просторный сумрачный холл. Пространство, казалось, поглощало звук. Холл был освещен неярким мерцающим светом десятков свечей в тяжелых старинных канделябрах, расставленных вдоль стен, отбрасывающих длинные колеблющиеся тени. Под высоким сводчатым потолком, теряющимся в тенях, словно в бездонной пропасти, висела огромная, почти гигантская люстра. Ее хрустальные подвески тихо, мелодично позвякивали, раскачиваясь от сквозняка, который гулял по огромному помещению, принося с собой запахи старого камня, холодного воска и чего-то еще неуловимого, тревожащего, словно запах застарелой тайны. «Леди МакДугал ожидает вас в своем кабинете», произнесла появившаяся словно из ниоткуда пожилая экономка. Ее черное строгое платье делало ее похожей на тень, на сгусток мрака в полуосвещенном холле. Седые волосы были собраны в такой тугой, гладкий пучок, что, казалось, кожа на висках натянута до предела, придавая лицу жесткое, непроницаемое выражение. А в глазах не читалось ни сочувствия, ни любопытства. Кабинет леди МакДугал находился в западном крыле замка, том самом, о котором проводница упоминала, и о котором Фиона позже скажет с таким страхом. Пока они шли по длинным гулким коридорам, умощенным гладкими холодными каменными плитами, Лиззи внимательно изучала окружающую обстановку, пытаясь уловить любые детали, любые знаки. Стены были увешаны не только мрачными пыльными охотничьими трофеями, огромными рогами, пустыми глазницами черепов, чучелами животных с тусклыми стеклянными глазами, но и старинными, выцветшими гербами кланов, чьи истории, полные битв и тайн, должно быть, хранили эти древние стены. Холод пронизывал воздух, заставляя зябко кутаться в шали и сжиматься внутри. Но больше всего ее внимание привлек портрет на стене, написанный маслом, изображение молодой женщины в строгом темном викторианском платье с сильными волевыми чертами лица. Было в ее взгляде, устремленном куда-то вдаль, в очертаниях губ, что-то до боли знакомое, вызывающее смутное, тревожное предчувствие, ощущение дежавю. Леди МакДугал оказалась высокой, очень худой женщиной с резкими, словно высеченными из камня чертами лица и пронзительным властным взглядом холодных серых глаз, казалось, способных видеть насквозь, словно выточенных изо льда. Она восседала за массивным столом красного дерева, сияющим под направленным светом настольной лампы, изучая какие-то документы, аккуратно перевязанные алой лентой. При ее виде Лиззи почувствовала острое, неприятное чувство. Эта женщина излучала ту же непреклонность и скрытую угрозу, что и смотрительница мисс Грин, но с еще большей властностью, укоренившейся в вековых стенах этого замка. «Мисс Ватсон и мисс Ли, полагаю?» Она подняла глаза от бумаг. Голос ее был низким, ровным, лишенным теплоты. Ее взгляд, цепкий и оценивающий, на мгновение, но очень внимательно задержался на серебряном медальоне на шее Лиззи. Тот самый знак. Их метка. «Ваш отец Джон Ватсон. Весьма уважаемый человек. Я надеюсь, вы оправдаете его доверие. И наше». Последняя фраза, добавленная после короткой паузы, прозвучала как тонкий намек или завуалированная угроза. В этот момент в массивную тяжелую дверь кабинета тихо, почти неслышно постучали. И, не дожидаясь приглашения, вошла девочка примерно их возраста. Та самая, с копной рыжих волос и россыпью веснушек на бледном лице, которую они мельком видели у выхода из купе в пансионе Сент-Агата. Ее лицо выглядело обеспокоенным. На нем читалась внутренняя борьба.
«А, Фиона, как раз вовремя». Едва заметно, словно нехотя, кивнула леди МакДугал, не меняя выражения лица. «Покажи нашим новым ученицам их комнаты в восточном крыле. Оно более подходящее для юных леди, которые ценят спокойствие». Она сделала паузу, и ее ледяной взгляд скользнул по Кларе, стоявшей чуть позади Лизи и Аннабель. «Мисс Брайтон, вы будете жить в комнате рядом с ними». Пока они шли за Фионой по другим коридорам, менее богато украшенным, чем в западном крыле, но не менее темным, холодным и гулким, та непрерывно болтала быстрым нервным шепотом, видимо, стараясь заглушить собственную тревогу или передать им некое послание, не привлекая внимания. «Вам повезло, что вас поселили в восточном крыле. В западном творятся странные вещи, особенно по ночам. Говорят, оттуда слышны какие-то звуки из подвалов, крики, такие страшные». Ее голос срывался на почти неразличимый шепот. Лизи внезапно остановилась, почувствовав под пальцами, которыми она машинально касалась холодной каменной стены, странную неровность. Присмотревшись в тусклом свете коридора, она увидела едва различимые старые царапины, глубокие борозды, словно кто-то в отчаянии пытался что-то начертить или вырваться из каменной ловушки. Они были точно такими же, как те, что она видела в лондонском пансионе на стене за портретом основательницы. Неужели это звенья одной цепи, одно и то же место, один и тот же ужас? «Что это?» — спросила она тихо, проводя пальцами по выщербленному камню, чувствуя под ними грубость и боль, оставленные когда-то. «О, это...» Фиона нервно огляделась по сторонам, словно боясь, что их услышат даже стены, и понизила голос почти до неразличимого шепота, наклонившись ближе. «Никто не знает, кто их оставил. Или что они означают. Они появились после последнего карантина, который был около 5 лет назад. Тогда исчезли 3 ученицы. Просто пропали». «Исчезли?» — переспросила Аннабель. Ее голос дрожал, а лицо стало еще бледнее. На нем появился оттенок испуга. «Нам сказали, что их забрали родители из-за какой-то болезни», — пожала плечами Фиона. Но в ее глазах, несмотря на показное равнодушие, читался глубокий, укоренившийся страх. И их вещи остались в комнатах нетронутыми. И никто из служанок или других учениц никогда не видел, как они уезжали. Говорят, они просто растворились в тумане, как призраки. Эта история прозвучала как мрачное предупреждение. Их спальня, куда привела их Фиона, оказалась просторной комнатой, освещенной лишь тусклым светом единственной лампы. У противоположных стен стояли 2 тяжелые деревянные кровати, засланные грубыми шерстяными одеялами. 3-я кровать, видимо, предназначалась для Клары, но в комнате стояли только 2. Что это значит? Клара не будет с ними. Почему? Большое, красиво расписанное витражное окно занимало почти всю стену, выходя на бушующее, неистовое море далеко внизу. Шторм усиливался с каждой минутой, его яростное завывание сотрясало древние стены замка, и волны с грохотом разбивались о прибрежные скалы, посылая вверх холодные соленые брызги, оседающие на стекле, искажая вид на бурлящую бездну внизу. «Ужин через полчаса», — поспешно, словно боясь задержаться лишнюю секунду, сообщила Фиона. «Не опаздывайте, леди МакДугал этого не любит. И будьте осторожны здесь». Последние слова она произнесла совсем тихо, с глубокой недетской серьезностью, прежде чем, быстро, почти убегая, выйти из комнаты, оставляя их одних в этом новом пугающем убежище. Столовая пансиона поражала своими размерами и мрачным готическим величием. Высокие витражные окна, уходящие от пола до потолка, за которыми бушевала непогода, создавали тревожную, почти апокалиптическую атмосферу, словно мир за стенами готовился рухнуть. Десятки девочек в темно-зеленой форме пансиона сидели за длинными тяжелыми деревянными столами. Их тихий, неуверенный шепот эхом отражался от высоких каменных стен и сводчатого потолка, наполняя огромное пространство неясными, тревожными звуками, похожими на шорох призраков.
Фиона, указывая на несколько пустых мест за дальним столом у самой стены, прошептала: «Там сидели они, те, кто исчез, до того, как их забрали». И в этот момент в столовую вошли служанки в белых, безупречно чистых передниках и странных, закрывающих большую часть лица медицинских масках. Они двигались почти бесшумно между столами, разнося подносы с едой, словно фантомы из другого мира. Вид этих масок, так пугающе напоминающих маски людей, преследовавших их в Лондоне и поезде, вызвал новый, острый приступ тревоги. Неужели здесь те же люди, те же эксперименты? Позже, уже в своей спальне, которую они делили вдвоем с Аннабель, Клару, видимо, разместили где-то в другом месте, что добавило еще один слой тревоги, Лиззи никак не могла уснуть. Мысли вихрем роились в голове. Она сидела на кровати, внимательно изучая царапины на стене. Теперь, приглядевшись, ей показалось, что они складываются в какой-то узор, напоминающий схему туннелей или коридоров, возможно, связанных с картой на ключе. В это время Аннабель, исследуя комнату с тем же острым любопытством, которое приходило на смену страху, обнаружила что-то под отошедшей половицей у стены. Пожелтевшее ветхое письмо, спрятанное там давным-давно. «Лиззи, посмотри!» — позвала она. Ее голос дрожал от волнения и предвкушения. «Это почерк! Лиззи, это почерк твоей матери!» Дрожащими руками Лиззи взяла пожелтевший лист бумаги. От него исходил слабый, едва уловимый, но до боли знакомый аромат лаванды, запах тайны, запах матери. «Дорогая Эмма». Начиналось письмо. Лиззи вспомнила это имя — Эмма или Эмили, упомянутое в другом письме матери, найденном в Лондоне. Кто эта женщина? Учительница, подруга, еще одна жертва? «Я должна предупредить тебя о втором этапе экспериментов. Проект «Эхо» выходит из-под контроля. То, что они делают, это ужасно. Мы не должны позволить им...» Дальше текст обрывался, словно мать не успела его дописать. Или ей помешали. Неужели второе письмо — это вторая попытка предупредить кого-то об ужасах пансиона? Внезапно, без единого стука, дверь распахнулась, и на пороге, словно призрак, появилась леди МакДугал. В руках она держала небольшой поднос, на котором стояли 2 чашки дымящегося чая. Лиззи едва успела молниеносным движением затолкать письмо под подушку. Шотландское средство от бессонницы. На ее лице появилась улыбка. Но эта улыбка была формальной, холодной. Она не коснулась глаз, в которых горел все тот же ледяной, пронизывающий свет. Ее взгляд, острый и пронизывающий, остановился на серебряном медальоне Лиззи, словно притягиваясь к нему. «Знаешь, твоя мать, Мэри Ватсон, носила точно такой же, перед тем, как все началось. Это был наш символ», — добавила она тихо, почти неслышно, словно себе под нос, но Лиззи расслышала каждое слово. «Наш символ? Что это означало? Что связывало ее мать и эту холодную женщину?» Она поставила поднос на прикроватный столик между кроватями и, не говоря больше ни слова, повернулась и направилась к двери. Когда она проходила мимо, Лиззи уловила легкий, но отчетливый аромат лаванды, тот самый запах, который преследовал ее в лондонском пансионе, запах записки Клары. Запах, возможно, связанный не только с матерью, но и с самими экспериментами. Когда дверь за леди МакДугал наконец закрылась, девочки переглянулись. В маленькой комнате повисло тяжелое гнетущее молчание, нарушаемое только завыванием ветра за окном и далеким глухим рокотом прибоя, разбивающегося о скалы внизу. Лиззи сжала в ладони медальон матери, ощущая его холодный вес рядом с загадочным ключом. Чувствовалось, что тайна, которую они начали раскрывать в душных стенах лондонского пансиона, здесь, в мрачных древних стенах Глен-Элби, станет еще глубже, еще опаснее, и связана она не только с бесчеловечными экспериментами, но и с самой историей ее семьи, с прошлым матери, которая оказалась намного сложнее и темнее, чем она могла представить.
В этом месте все казалось частью единого, зловещего замысла, и они оказались прямо в его центре. Глава 11. Новая жизнь, старые тени. Серый, безрадостный рассвет медленно просачивался сквозь высокие узкие готические окна спальни, словно нехотя уступая ночи. Его тусклый свет окрашивал холодные каменные стены в призрачные стальные тона, подчеркивая убожество и суровость нового пристанища. Лиззи открыла глаза, чувствуя тяжесть усталости, не исчезнувшей после сна, и гнетущую тревогу, которая стала ее постоянным спутником. Где-то вдали, в густой, непроглядной пелене тумана, прорезал воздух низкий, протяжный звон колокола часовни Глен-Элби. Звук этот гулкий и тоскливый эхом отражался от древних неприветливых стен замка, проникал под кожу и заставлял Лиззи поежиться не только от физического холода, пропитавшего, казалось, сам воздух, но и от какой-то глубинной, метафизической зябкости. В комнате было промозгло и неуютно. Камин давно погас, оставив после себя лишь груду серого пепла и холодные мертвые угли, не способные согреть. «Доброе утро!» — бодро, даже слишком бодро, словно пытаясь убедить саму себя, произнесла Фиона. Она расчесывала свои длинные огненно-рыжие волосы перед потускневшим, покрытым мутными пятнами зеркалом на стене. В ее движениях чувствовалась какая-то нервная, лихорадочная энергия, словно она не спала вовсе или провела ночь в тревожном бдении. «Надеюсь, ты хорошо спала? Хотя здесь всегда так холодно по утрам. Говорят, это из-за близости моря, но я думаю, дело в чем-то другом. В самих стенах они хранят холод». Лиззи села на жесткой неудобной кровати, кутаясь в шерстяную шаль и разглядывая свою новую, внезапно появившуюся соседку по комнате. Фиона, их третья соседка, казалась неестественно оживленной для столь раннего часа. Ее широко раскрытые глаза, несмотря на показную веселость, выдавали явное, едва скрываемое беспокойство, словно она что-то знала или чего-то боялась. «Тебе стоит поторопиться с одеванием», — продолжила Фиона, ловко привычным движением заплетая тугую косу. «Опоздание на завтрак здесь считается серьезным нарушением. Леди МакДугал этого очень не любит. И еще...» Ее голос понизился до конспиративного, нервного шепота. Она быстро оглянулась на дверь, словно опасаясь подслушивающих ушей. «Сегодня четверг. День медицинских осмотров». Лиззи нахмурилась, натягивая тяжелое, колючее форменное платье из грубой ткани. Медицинские осмотры. Словосочетание резануло слух, воскрешая в памяти ужасы пансиона Сент-Агата. Медицинских осмотров? Да, каждый четверг леди МакДугал и школьная медсестра проводят обязательный осмотр всех учениц. Фиона понизила голос еще больше. «Это странно. Он не похож на обычный осмотр у врача в школе. Он другой. И после него многие девочки чувствуют себя плохо. Некоторые даже болеют. По-настоящему». Подойдя к высокому окну, чтобы задернуть тяжелые пыльные шторы, Лиззи заметила не только тусклый рассвет и сгустившийся туман, но и кое-что еще. На холодном каменном подоконнике прямо под стеклом были выцарапаны глубокие неправильной формы царапины. Они складывались в какой-то узор, напоминающий древние неведомые руны или символы, полные скрытого зловещего смысла. «Что это?» — спросила она тихо, проводя пальцем по шершавым бороздкам в холодном камне, чувствуя его возраст и боль. Фиона быстро подошла к окну, ее глаза бегали по сторонам с неприкрытой нервозностью. «Не обращай внимания на это. Это старое. И Лиззи...» Она схватила ее за руку. Ее пальцы были холодными и влажными. «Держись подальше от западного крыла. Туда запрещено ходить никому, кроме персонала и старших учениц. Абсолютно никому. Особенно по ночам. Пойдем. На завтрак, быстро». В ее голосе звучал неподдельный страх.
В большой столовой, куда они спустились по винтовой каменной лестнице, казавшейся бесконечной, царила гнетущая атмосфера, несмотря на размеры помещения. Высокие своды терялись в полумраке, создавая ощущение давящего замкнутого пространства. Многочисленные портреты прежних руководительниц пансиона в строгих, чопорных нарядах, казалось, следили за каждым движением учениц с холодной, неодобрительной внимательностью, их нарисованные глаза следовали за тобой по всему залу. Столы, длинные и тяжелые, были расставлены с пугающей, казарменной аккуратностью. Лиззи заметила, что многие девочки выглядят необычайно бледными. Их лица осунулись, словно они пережили долгую болезнь или пытку. Это было особенно заметно у старшеклассниц, сидящих за отдельными столами у стен. «Видя, что группа у дальнего стола», — шепнула Фиона, указывая на нескольких девочек, сидевших обособленно, словно изгои. Перед ними стояли отдельные металлические подносы с какой-то странной, безвкусной едой и маленькими флаконами. Им не разрешают есть общую пищу. Только специальные блюда и какие-то лекарства. После этих осмотров их переводят туда. Внезапно одна из девочек за тем особым столом пошатнулась, схватилась за голову, словно от невыносимой боли, и беззвучно, словно марионетка, у которой перерезали ниточки, упала со стула на холодный каменный пол. Звук ее падения был заглушен общим негромким шумом столовой, но Лиззи увидела это. Увидела ужас на лице упавшей девочки в последние секунды перед потерей сознания. Прежде чем кто-либо из обычных учениц успел среагировать, рядом с упавшей девочкой, словно из воздуха, возникла медсестра в накрахмаленном белом переднике и той самой странной медицинской маске, полностью скрывающей лицо. Без лишних слов, с поразительной быстротой и эффективностью, в ее движениях не было ни малейшего колебания, она подхватила девочку под руки и быстро, почти бегом, увела ее через неприметную дверь, скрытую за огромным старинным гобеленом с изображением сцены охоты. Символично. На уроке истории, проходившем в холодном, неуютном классе с высокими окнами, выходившими на мрачный, окутанный туманом пейзаж, Лиззи познакомилась с мисс Макферсон, высокой, костлявой женщиной с острыми хищными чертами лица и пронзительным взглядом, казалось видящим тебя насквозь, до самых потаенных мыслей. Тема урока заставила Лиззи похолодеть и почувствовать себя не просто не в своей тарелке, а словно она оказалась на месте жертвы, средневековые пытки и охота на ведьм в Шотландии. В те времена считалось, что определенные способности, таланты, отличающие человека от обычных людей, делающие его особенным, передаются по наследству, говорила мисс Макферсон ровным, монотонным, безэмоциональным голосом и не отрывая своего пронзительного взгляда от Лиззи, словно обращалась напрямую к ней, игнорируя остальных. Особенно в некоторых старинных семьях эти таланты считались опасными и требовали особого внимания и контроля, чтобы не навредить себе и другим. В ее словах чувствовался скрытый зловещий подтекст. В классе стоял странный приторно-сладковатый травяной запах, тот самый, который Лиззи чувствовала в лондонском пансионе перед нападением смотрительницы и в поезде. От него кружилась голова, а в висках начинало стучать, словно кто-то отбивал молоточком. Несколько учениц выглядели совсем больными, их лица были бледно-зелеными, они держались за головы, но мисс Макферсон, казалось, не замечала или сознательно игнорировала их состояние, продолжая свою лекцию. После обеда, договорившись заранее с помощью осторожно переданной записки, Фиона тайком отвела Лиззи в старую полузаброшенную библиотеку замка. Воздух здесь был спёртым, тяжелым, пах пылью, старой бумагой и чем-то затхлым, забытым. Пробравшись между массивными, уходящими ввысь книжными шкафами, полными древних, потемневших от времени фолиантов, они оказались в маленькой нише, скрытой от посторонних глаз, словно потайная комната, и освещенной единственной мерцающей, коптящей свечой. Здесь их уже ждали Аннабель и Клара. Их лица были напряжены от предвкушения и страха.
«Смотри, что мы нашли», — прошептала Фиона, доставая из-под отошедшей половицы старый, толстый журнал в выцветшем кожаном переплете. «Мы искали там, где ты нашла то письмо», — добавила она, передавая его Лизе. «Это медицинские записи столетней давности. Здесь описаны какие-то эксперименты над девочками с особыми способностями». Лизи взяла журнал дрожащими руками. Страницы были хрупкими, ломкими, исписанными мелким, выцветшим почерком, который едва можно было разобрать в слабом свете свечи. На полях были заметки, сделанные другим, более уверенным, знакомым почерком ее матери. Это был уже третий документ, найденный в разных местах, с ее пометками, словно мать оставляла ей след из прошлого. «Ну как? Как она могла?» — начала она, потрясенная масштабом происходящего и причастностью матери, но Клара внезапно резко шикнула, призывая к абсолютной парализующей тишине. За высокими книжными шкафами послышались шаги. Медленные, размеренные, сопровождаемые тихим шепотом голосов, едва различимым, но несущим угрозу. Девочки затаили дыхание, прижимаясь друг к другу в тесной нише, сливаясь с тенями, чувствуя, как бешено колотится сердце, каждой в груди. Через широкую щель между двумя массивными фолиантами Лизи увидела леди МакДугал. Она шла впереди, словно проводник в царство теней, ведя за собой группу старшеклассниц. Девочки шли ровным строем. Их лица были неестественно бледными и отрешенными, глаза странно безжизненно блестели в полумраке библиотеки. Движения были механическими, словно у марионеток на ниточках, управляемых невидимой рукой. Позади шли две медсестры в масках, их белые передники казались зловещими в полутьме, и среди них Лизи едва сдержала возглас удивления и ужаса, который застрял в горле. В новой темно-зеленой форме пансиона, но с тем же холодным выражением лица и ледяным, равнодушным взглядом, словно ничего не произошло, шла смотрительница мисс Грин. Она тоже здесь, в этом логове. Когда шаги удалились, стихнув где-то в глубине библиотеки, и риск быть обнаруженными миновал, Фиона снова заговорила, ее голос дрожал от пережитого страха. «Это происходит каждое полнолуние. Или когда леди МакДугал решает. Они уводят девочек в подвал, в западное крыло, и потом не все возвращаются такими, как прежде. Той ночью, лежа в своей жесткой кровати, в холодной и мрачной спальне, Лизи никак не могла уснуть. Мысли роились в голове, одна ужаснее другой. Где-то далеко в замке, в глубине его древних стен послышалось странное монотонное пение, низкое, горловое, пугающее своей иррациональностью. Звук шел откуда-то снизу, казалось, прямо из-под пола их комнаты. Дрожащими руками она достала ключ матери, который теперь всегда носила рядом с медальоном на шее. В тусклом, призрачном лунном свете, пробивающемся сквозь витраж, она заметила едва различимый контур в старых скрипучих половицах прямо под своей кроватью. Царапины на подоконнике, карта на ключе и теперь этот контур под полом. Все складывалось в зловещую, опасную мозаику. Осторожно, стараясь не издать ни звука, Лизи использовала ключ матери. Он подошел идеально, словно был создан именно для этого. Потайная дверца в полу открылась без скрипа и шума, обнажив темный узкий проход, уходящий вниз, вглубь скалы, в самое сердце тайны. Оттуда, из глубины, доносились приглушенные голоса, повторяющие какие-то странные гортанные слова на гельском языке, слова, полные первобытной силы и древнего пугающего знания. Лизи колебалась. Внутренний голос, голос разума и самосохранения, кричал об огромной опасности, предостерегал от безумного шага, призывая спрятаться под одеялом и притвориться, что ничего не видит, ничего не знает. Это был выбор между безопасностью и истиной, между тем, чтобы остаться незнающей, но живой, и тем, чтобы узнать все, рискуя всем. Но другой, более настойчивый голос, голос крови, голос матери, голос инстинкта и долга шептал:
что именно здесь кроется разгадка тайны ее матери, разгадка ее смерти, ключ к пониманию всего происходящего в Глен-Элби. Это было ее предназначение. Собрав всю свою храбрость, всю свою решимость в единый кулак, она взяла свечу с прикроватного столика. Коснувшись на мгновение серебряного медальона матери под платьем, ее последнего напоминания о любви и защите, словно прощаясь или прося благословения, она оставила испуганную Аннабель наверху и шагнула в холодную, пахнущую землей и тайной темноту прохода, не подозревая, что за ней из глубины темного коридора внимательно, неотрывно наблюдают чьи-то холодные, безмолвные, невидимые глаза. Глава 12. Первые зацепки в Шотландии. Подземелье. Сырой, затхлый воздух подземелья, густой, пахнущий землей, въедливой плесенью и чем-то неуловимо тревожным, словно застарелым страхом, ударил в лицо, заставив Лизи поежиться. Но ощущение физического холода быстро отступило под натиском нарастающего ужаса перед неизвестностью. Тусклый дрожащий свет единственной свечи, которую высоко, словно факел в этом царстве теней, держала Клара, отбрасывал причудливые искаженные тени на влажные, неровные стены узкого туннеля. Казалось, сам камень вокруг живой и дышит, наблюдая за каждым их шагом. Фиона шла впереди. Ее силуэт казался хрупким в полумраке. Она освещала путь, осторожно касаясь пальцами странных символов, глубоко, словно чья-то боль, высеченных в холодном, безмолвном камне. «Это древние гельские руны», — прошептала Фиона, останавливаясь у особенно замысловатого спиралевидного узора, окутанного тенями, отбрасываемыми колеблющимся пламенем свечи. Ее голос звучал глухо и приглушенно в замкнутом пространстве подземелья. «Здесь что-то про пробуждение силы, про избранных сосудов, про тех, кто несет древнюю кровь, необычную кровь». Ее слова, сказанные на почтительном шепоте, придали символам еще более зловещий, мистический смысл. Лизи достала из кармана блокнот и тонкий карандаш, стараясь игнорировать дрожь в руках. Она торопливо, с почти маниакальной точностью, зарисовывала символы, стараясь не упустить ни единой линии, ни единой точки. Что-то в них казалось смутно знакомым, вызывая легкое головокружение, ощущение дезориентации, будто она уже видела подобные знаки где-то раньше, возможно, в глубинах своей памяти, в забытых снах или в старых, тайных бумагах матери. Аннабель держалась позади, почти прижимаясь к Кларе. Ее лицо было бледным, глаза расширены от страха, она нервно оглядывалась через плечо, ее дыхание было частым и прерывистым, наполняя тишину нервными звуками. «Лизи, может, нам стоит вернуться?» — прошептала Аннабель. Ее голос срывался от чистого неподдельного страха, словно она была на грани паники. «Если нас поймают здесь, внизу, что тогда?» «Мы должны узнать правду», — твердо ответила Лизи, хотя ее собственное сердце колотилось в груди, как пойманная птица, отбивая бешеный ритм, отдаваясь гулким эхом в гнетущей тишине подземелья. Чувство долга, чувство ответственности перед матерью и перед всеми теми девочками, которых они видели в пансионе, пересиливало страх. Что-то ужасное происходит с девочками в этом пансионе. И я уверена, это связано с тем, что случилось в Лондоне, с проектом «Лазарь» и с мамой. Это была уже не просто гипотеза, а мрачная, пугающая уверенность. Туннель, по которому они медленно продвигались, постепенно расширялся. Сводчатый потолок становился выше, словно уступая им дорогу, давая чуть больше воздуха, чуть больше пространства для дыхания. Звук их осторожных шагов по неровному каменному полу смешивался с тихим,
монотонным капанием воды где-то в глубине скалы и далеким, едва различимым эхом пения, низкого, гортанного, странного. Лизи напрягла слух, останавливаясь, пытаясь уловить звуки сквозь шум собственного сердца. Да, определенно это были голоса, поющие на незнакомом древнем языке. «Это гельский», — подтвердила Фиона, прислушиваясь с закрытыми глазами, словно пытаясь впитать звуки. Ее лицо было напряженным и серьезным. Древний диалект. Моя бабушка иногда пела такие песни, они были странные, про силу земли и неба, про кровь. Внезапно свеча в руках Клары мигнула, угрожая погаснуть, и по влажным стенам заплясали новые, искаженные, пугающие тени. Лизи замерла. Ей показалось, или одна из этих теней в дальнем углу туннеля двигалась самостоятельно, отрываясь от стены, обретая собственную жизнь. Это было лишь игрой света и тени, или нечто большее. Коридор, наконец, вывел их в просторный круглый зал. Было ясно, что он не природного происхождения, а тщательно, с невероятным трудом высечен в скале много веков назад. Стены были гладкими, но несли на себе явные следы древних инструментов, труда и, возможно, страданий. У Лизи перехватило дыхание от увиденного. Вдоль стен, как в жуткой оккультной операционной, тянулись длинные каменные столы. На них в тусклом свете свечи зловеще поблескивали медицинские инструменты, напоминающие скорее орудия пыток, и стояли склянки с мерцающими разноцветными, пугающими жидкостями. В центре зала, прямо под высоким сводом, возвышался массивный, грубо высеченный из камня алтарь. Его поверхность была испещрена теми же рунами, что и стены туннеля, а вокруг него горели десятки высоких стройных свечей, чей свет создавал зловещую, трепещущую ауру, усиливая мистическое и пугающее ощущение этого места. «Смотрите», Аннабель, переборов страх, благодаря новому, еще более сильному потрясению, указала дрожащим пальцем на раскрытую толстую книгу, лежащую прямо на алтаре, словно забытая или специально оставленная. Обложка была потрепана временем, кожа истрепана. Лизи осторожно, шаг за шагом приблизилась. Ее сердце стучало в горле, отбивая тревожную дробь. Страницы книги были исписаны сложным витиеватым почерком на латыни и гельском, языках которых она не знала, но на широких полях виднелись более поздние пометки, сделанные на английском. Почерк. Лизи моргнула, не веря своим глазам, проводя свободной рукой по странице, словно пытаясь убедиться в его реальности. Этот изящный, наклонный почерк, который она видела в письмах матери, в ее записях, в документах, она узнала бы где угодно, даже в самых страшных снах, даже в полной темноте. «Это почерк моей матери», — прошептала она, чувствуя, как по спине пробегает ледяной, парализующий холодок, а волосы на затылке встают дыбом от осознания. Мама была здесь, в этом ужасном месте, писала в этой книге. Внезапно, словно по сигналу, со стороны входа в зал донеслись шаги, тяжелые, размеренные, эхом отдаваясь от стен, и приглушенные голоса, полные власти и цели. Девочки едва успели молниеносно, инстинктивно метнуться и спрятаться за одной из массивных круглых колонн, высеченных из скалы, как в зал вошла процессия. Впереди, высокая и надменная, излучая холодную, пугающую ауру власти, шествовала леди МакДугал. За ней следовали несколько медсестер в накрахмаленных белых передниках и масках, скрывающих их лица, словно у безымянных исполнителей зловещего ритуала. Они вели, или скорее поддерживали, направляли 5 старшеклассниц. Лизи с ужасом заметила:
что глаза девочек были пустыми, совершенно лишенными выражения, словно погасшими, будто они находились в глубоком трансе или под воздействием какого-то мощного препарата, лишившего их воли. Медсестры методично, с пугающей, отточенной точностью уложили воспитанниц на холодные каменные столы, словно те были не живыми людьми, а лабораторными образцами. Смотрительница мисс Грин, которую Лиззи помнила как новую учительницу естественных наук в лондонском пансионе, стояла у отдельного столика, делая записи в толстом, переплетенном в кожу журнале, том самом, который Аннабель забрала с собой из столовой в пансионе, словно пророчество или предостережение. «Субъекты демонстрируют стабильную восприимчивость к трансформации», пробормотала она, склонившись над страницами журнала. Ее голос был низким, монотонным, механическим, лишенным каких-либо эмоций. Процент успешной адаптации повышается с каждым циклом. Фаза Луны благоприятствует. Трансформация? Цикл? Что они делали с этими девочками? Леди МакДугал, словно исполняя роль жрицы или верховного алхимика, достала из шкафчика, искусно скрытого в нише стены, несколько пробирок с густой, мерцающей синеватым, неестественным светом жидкостью. Она выглядела как средневековый алхимик, готовящий свой зловещий эликсир, или современный ученый, проводящий бесчеловечный эксперимент. Приступайте к введению сыворотки. Фаза Луны идеальна для завершающего этапа. Лиззи зажала рот рукой, до боли впиваясь ногтями в ладонь, чтобы не закричать, не выдать себя. Медсестры, двигаясь синхронно, с пугающей эффективностью, начали вводить светящееся вещество девочкам с помощью больших, зловеще поблескивающих шприцев. Зал наполнился легким, почти неразличимым шипением и тихими, болезненными вздохами, словно воздух выходил из легких. Внезапно одна из старшеклассниц, лежавшая на ближайшем колонне, за которой они прятались, столе, дернулась всем телом. Ее спина выгнулась дугой, и она резко распахнула глаза. Они светились неестественным, холодным голубоватым светом, пронизывающим полумрак зала. Это были не глаза человека. «Нет!» — закричала девочка. Ее голос был полон чистого, первобытного ужаса и невыносимой боли. Он эхом отражался от стен зала и заглушал монотонное пение. «Прекратите! Что вы со мной делаете? Я меняюсь!» Лиззи с ужасом наблюдала, как кожа девочки становится полупрозрачной, словно тонкое матовое стекло, сквозь которое смутно, пугающе проступали контуры костей и вен. Леди МакДугал, невозмутимо, с тем же холодным, нечитаемым выражением лица, не выказывая ни малейшей эмоции, достала из шкафчика другой шприц с темной вязкой жидкостью. Очевидно, чтобы остановить трансформацию или вернуть ее под контроль. Но старшеклассница уже соскочила со стола, дрожащая и светящаяся, как призрачный фонарь, и бросилась к выходу. К изумлению Лиззи и остальных, девочка с ужасающим шелестом и мерцанием буквально прошла сквозь массивную каменную колонну, за которой они прятались, исчезая в стене, словно ее тело перестало быть материальным. Это было нечто за пределами их понимания. В этот момент Клара, потрясенная увиденным, парализованная ужасом внезапным появлением светящейся, проходящей сквозь камень фигуры прямо рядом с ними, не удержала равновесия. Ее рука дрогнула, и она уронила единственную свечу. Парафин расплескался по холодному каменному полу, а пламя погасло, погружая их в абсолютную темноту. Но звук падения керамического подсвечника, звонкий и резкий, эхом разнесся по залу, выдавая их укрытие. «Там кто-то есть!» — крикнула одна из медсестер, указывая в их сторону. Ее голос был пронзительным и полным тревоги. «Найти их! Взять их!
— приказала леди МакДугал резким гортанным голосом, переходя на чистый древний гельский. «Язык ритуала и приказа». «Сюда!» Фиона, действовавшая инстинктивно, словно знала это место с рождения, резко дернула Лизи за рукав, указывая на узкую, едва заметную расщелину в скале за колоннами, скрытую в тенях. «Я знаю, куда ведет этот ход. В старую часовню на утесе. Это наш шанс». Аннабель, несмотря на страх, не теряя присутствия духа и помня о цели, метнулась к алтарю и схватила лежавшую там раскрытую книгу с заметками матери, еще одну бесценную улику, ключ к разгадке, прежде чем броситься вслед за подругами в спасительную темноту расщелины. Они карабкались вверх по узкому, извилистому, клаустрофобному проходу, царапая руки и колени о шершавый влажный камень, в то время как внизу, в зале, раздавались гневные крики, топот ног преследователей и звуки ударов о каменные стены, пытающиеся найти вход. Наконец, тяжело дыша, задыхаясь от напряжения и пыли, они вывалились через полуразрушенную каменную стену прямо в старую холодную часовню на утесе. Ночной воздух, свежий, пронизывающий холодный, казался обжигающе ледяным после душного, спертого подземелья. Где-то на территории пансиона, видимо, заметив побег или нарушение, надрывно, словно оплакивая кого-то, зазвонил колокол тревоги, его гулкий, зловещий звук разнесся по окрестностям, возвещая о чем-то ужасном. В этот критический момент, стоя на краю утеса под холодным лунным светом, Лизи инстинктивно схватилась за серебряный медальон матери, который всегда носила на шее. Он был странно теплым, почти горячим на ощупь, словно откликнувшись на ее страх и увиденный ужас. Когда она открыла его дрожащими пальцами внутри, на полированной внутренней стороне, словно выжженные светом или проступившие из самой сути металла, появились символы. Те же самые руны, что они видели на стенах подземного туннеля и алтаря. Они светились тусклым, внутренним, голубоватым светом. «Смотрите!» — прошептала Фиона, указывая дрожащим пальцем в сторону главного здания пансиона, мрачно возвышающегося в лунном свете. Его темные окна казались пустыми глазницами. В лунном свете и остатках тумана, стелющегося по территории пансиона, между деревьями и по дорожкам двигались странные светящиеся фигуры. Их полупрозрачные мерцающие силуэты казались размытыми, нечеткими, словно они были сотканы из тумана лунного света и чего-то неестественного, двигаясь бесшумно, механически и совершенно неестественно. «Что они делают с девочками?» — прошептала Аннабель, прижимая к груди украденный журнал. «Старинную книгу с записями о прошлых экспериментах». Ее голос был полон ужаса и непонимания. «Не знаю», — ответила Лизи, глядя то на светящиеся символы в медальоне, то на призрачные мерцающие фигуры вдалеке. Ее голос был тих, но в нем звучала новая, стальная решимость. Но моя мать знала об этом. Все эти символы, записи, она была здесь. В этом подземелье, видела это. И теперь я должна выяснить правду, чего бы это ни стоило. Ради нее. И ради них. Где-то вдалеке, из глубины замка или подземелья, снова зазвучало монотонное, низкое гельское пение, и в этот момент Лизи поняла — это только начало. Тайна шотландского пансиона, проекта «Эхо», проекта «Лазарь» — все это оказалось куда страшнее, глубже и древнее, чем она могла представить. И каким-то образом ее мать была связана со всем этим не просто как исследователь или жертва, а, возможно, как тот, кто пытался это остановить, кто знал тайну этих символов и этой силы. В медальоне тускло мерцали древние символы, словно указывая путь к разгадке, словно отвечая на ее невысказанные вопросы. Лизи сжала его в ладони, чувствуя, как по телу, несмотря на пронизывающий холод, разливается странное, успокаивающее тепло, наполняющее силой. Что бы ни происходило в этих стенах, какие бы древние зловещие силы здесь ни действовали,
Она найдет способ это остановить. Ради тех девочек, ради памяти матери. Ради правды, скрытой в камне, в рунах и в их собственной крови. Глава 13. Убежище на утёсе. Холодный пронизывающий ветер свободно гулял под сводами старой часовни, вырываясь наружу сквозь пустые оконные проемы, когда-то, видимо, украшенные витражами, и трещины в каменных стенах. Воздух здесь был чище, чем в душном подземелье, пах морем, влажным камнем и одиночеством, которое, казалось, пропитало само это место, этот остов разрушенного величия. Завывание ветра заглушало далекий тревожный звон колокола, доносящийся откуда-то с территории пансиона, и приглушенное эхо погони, звучащие из прохода, по которому они поднялись, словно голоса преследователей доносились из другого мира. Тусклый свет полной луны, пробивающийся сквозь рваные края облаков и разбитые окна, скупо освещал разрушенное внутреннее убранство, обломки скамей, поваленный алтарь, покрытый вековой пылью и паутиной, и осыпающиеся фрески на стенах, изображающие сцены, давно утратившие свой смысл и краски, свидетельства давно минувших эпох. Аннабель и Клара тяжело дышали, прислонившись к холодной каменной стене. Их лица были бледными и осунувшимися от пережитого ужаса и физического напряжения подъема по узкому ходу. Фиона, казалось, чувствовала себя здесь немного увереннее, словно это место было ей знаком по рассказам или легендам, хотя и в ее глазах читалось потрясение от увиденного внизу. Она осматривала часовню быстрым цепким взглядом, словно искала пути отхода или дополнительные входы, изучая каждую трещину в стене, каждый обломок камня. Лиззи стояла у края полуразрушенной стены, с которой открывался вид на бескрайнее, бурлящее под луной море и окутанную туманом территорию пансиона, мрачно подсвеченную одинокими, желтоватыми огнями фонарей. Сердце все еще колотилось в груди, как пойманная в клетку птица, отбивая бешеный ритм пережитого страха, не желавшего отступать, но его постепенно вытесняло нечто новое, острое, жгучая решимость, почти ярость на несправедливость и жестокость, которую они видели. Увиденное в подземелье, бесчеловечная трансформация девушки, пугающие символы, почерк матери в древнем журнале — все это сложилось в ужасающую, но неоспоримую картину. Мама была частью этого. Она знала, и она оставила ключи. Ключи к чему? К разгадке или к продолжению этого ужаса? Этот вопрос сверлил мозг. В руке Лиззи все еще сжимала серебряный медальон. Он перестал светиться, но оставался теплым на ощупь, словно хранил часть той энергии, которую показал. Или тепло маминой руки, поддерживающей ее в этот момент. Слова смотрительницы мисс Грин, проект «Лазарь», и слова леди МакДугал, проект «Эхо», древние руны, пугающие эксперименты, светящиеся в тумане силуэты. Все это звенья одной цепи, уходящей в глубину веков и, кажется, в самую суть истории ее семьи. «Мы видели, что это было», — прошептала Аннабель, ее голос дрожал, она все еще не могла оправиться от шока, ее глаза были полны ужаса. Они делали это с девочками, превращали их в это? «Это были эксперименты», — твердо произнесла Лиззи, обернувшись. В ее голосе, несмотря на усталость и дрожь, появилась стальная непреклонная нотка, какой раньше не было. Над людьми. Чтобы изменить их, превратить во что-то другое, во что-то, что может проходить сквозь стены. Она вспомнила светящиеся глаза и полупрозрачную кожу девушки, ее способность проходить сквозь камень, и по ее коже пробежали мурашки ужаса.
Это было не просто болезнь, это было искусственное, ужасающее, противоестественное изменение самой человеческой природы. Клара, которая до этого молчала, потрясенная увиденным, прижимая к себе украденный журнал, наконец заговорила. Ее голос был тихим и задумчивым, словно она пыталась осмыслить увиденное, связать его с чем-то знакомым. «Руны! Я видела такие в старых книгах по истории в пансионе, не в учебниках, в тех, что хранились в закрытом шкафу в библиотеке леди МакДугал. Там были книги про древние культы и символы». Она раскрыла журнал, осторожно перелистывая хрупкие, пахнущие древностью страницы. Здесь есть записи о крови, о какой-то особой крови, которая делает людей восприимчивыми к трансформациям или обладающими особыми способностями. Лиззи подошла к ней, наклоняясь над журналом, ее сердце стучало в ушах, заглушая все остальные звуки. Мелкий, выцветший почерк древних записей перемежался с аккуратными, до боли знакомыми пометками матери, сделанными красными чернилами. Введение сыворотки, фаза Луны, проект Эхо, кровь древних кланов. Слова складывались в пугающую мозаику. Мама изучала это, знала об этом ужасе. Участвовала или пыталась понять, чтобы остановить. Внутренний голос Лиззи разрывался между отчаянной надеждой на благородство матери и ужасной, леденящей душу возможностью. Что, если мама была не жертвой, а частью всего этого? Что, если ее исследования были чем-то другим? Неужели она знала об этом и молчала? Эта мысль была почти невыносима. Она жгла изнутри, заставляя сомневаться во всем, что Лиззи знала о своей матери. Может ли человек, которого ты любишь больше всего на свете, быть связан с таким кошмаром? «Кровь древних кланов», — повторила Лиззи, чувствуя, как эта фраза резонирует с чем-то глубоко внутри нее, с какой-то смутной, необъяснимой связью, которой она боялась. Ее мать носила фамилию Ватсон, но по материнской линии были ли в их роду шотландские корни? Связь с этим местом, с этими рунами? Эта мысль вызывала одновременно страх и странное, необъяснимое притяжение к тайне, словно ее тянуло к разгадке не только любопытство, но и нечто более глубокое, унаследованное. Неужели избранные сосуды и кровь древних кланов в рунах относятся к таким, как она? Кровь матери? Ее кровь? Фиона подошла к ним, ее глаза остановились на журнале, в них читалась смесь ужаса и негодования. «Это ужасно. Но что нам теперь делать? Мы не можем вернуться в пансион. Леди МакДугал знает, что мы были в подземелье, и...» Голос Фионы дрогнул, в нем появилась горечь, направленная не только на пансион, но и на прошлое. «И если ваша мать это все знала об экспериментах, значит, у нее был шанс остановить это. Почему она не остановила? Почему просто оставила записи, а не действовала?» В ее словах звучала не только боль за других девочек, но и тень сомнения в поступках матери Лиззи, бросающая вызов ее идеализированному образу и заставляющая Лиззи сжаться под этим немым укором. «У нас есть ключ», — сказала Лиззи, игнорируя боль от слов Фионы, чувствуя, как они попадают в самую точку ее собственных страхов и сомнений. Она достала металлический ключик, который дал ей отец. Его холодный вес ощущался в руке как обещание надежды и тяжелое бремя ответственности, которое она несла. Она перевернула его, показывая крошечную, выгравированную на обратной стороне карту. Это схема тайного прохода. Отец сказал, что он ведет куда-то вглубь территории, и знаки на стене в нашей комнате, и в подземелье, и в медальоне, они повторяются. Они что-то означают. Что-то, что знала моя мать. Она оставила это для меня.
Она верила, что я смогу понять. Клара, все еще дрожащая, но с проблеском решимости в глазах, кивнула. Ее взгляд задержался на журнале, словно он стал ее единственным спасением. Мы должны расшифровать это. И эти символы. В библиотеке замка должны быть книги про древние руны или про историю шотландских кланов. Про это место. Лиззи вспомнила, как мать упоминала в разговорах с отцом свою работу над какими-то исследованиями, связанными с кельтскими мифами и символами, но тогда она не придала этому значения, воспринимая это как просто научную работу. Теперь все обретало зловещий смысл. Возможно, там, в замковой библиотеке, кроются ответы и на их вопросы, и на вопросы матери. «Но как мы туда попадем?» — спросила Аннабель, оглядываясь на мрачный зловещий силуэт пансиона, из которого все еще доносился звук тревожного колокола, разрезающий тишину утра, словно рана. «Нас ищут. Весь пансион, наверное, на ушах. И эти светящиеся, они тоже могут искать». «Нам нужно спрятаться до рассвета», — сказала Лиззи, подходя к одной из разбитых оконных рам и вглядываясь в окутанную туманом территорию внизу. Смутные светящиеся фигуры все еще двигались в тумане. Призраки. Создание проекта «Эхо» или «Лазари». А потом попробуем добраться до библиотеки. Днем, когда меньше вероятность, что нас будут искать там, где нас не должно быть ночью. Возможно, ключ и карта — не единственный секрет, который мама оставила здесь. Она подумала о втором письме, найденном в ее комнате, и о таинственной Эмме. Кто эта женщина? Ночь на утесе тянулась бесконечно, полная холода, тревоги и невысказанных страхов. Холод пробирал до костей, и девочки прижимались друг к другу, пытаясь согреться, слушая вой ветра и шум прибоя далеко внизу. Каждый шорох ветра, каждый крик ночной птицы казался шагами преследователей и звуками погони, приближающейся все ближе. Лиззи не могла уснуть. Она сидела, глядя в ночь, обдумывая увиденное, перечитывая обрывки записей матери в журнале, чувствуя вес медальона на шее и холод ключа в руке. Мама, пансион, эксперименты, гейские руны, кровь — все это складывалось в картину, которая была слишком страшной, слишком безумной, чтобы быть правдой, но слишком реальной, слишком осязаемой, чтобы ее игнорировать. Как легко было бы просто уйти, забыть все, спрятаться где-нибудь и ждать, пока отец найдет их. Мысль об этом промелькнула в голове, искушая своей простотой, но тут же была отброшена с отвращением. Это не выбор. Это предательство. Предательство тех девочек, которых они видели в подземелье. Предательство матери, которая, кажется, верила в нее. Чувство одиночества в этом огромном враждебном мире, взвалившем на ее, ребенка, такие вопросы, было почти невыносимым. Почему я? Почему я должна через это проходить? Почему не кто-то другой? Почему именно мне досталось это бремя? Эта моральная щепетильность, ощущение несправедливости собственной участи, собственной ответственности было начальным ростком ее будущего мировоззрения, понимание того, что иногда выбирать приходится не между хорошим и плохим, а между ужасным и немыслимым. Но знание того, что она не одна, рядом были Аннабель, Клара, Фиона и незримое присутствие матери через оставленные ею подсказки, давало силы двигаться дальше. Это был ее путь. Путь к истине, к разгадке прошлого матери, к пониманию ее собственной роли во всем этом, к принятию бремени, которое на нее легло. Отступать было некуда. Только вперед. С первыми, едва заметными проблесками рассвета, окрасившими небо в бледные, серые, не обещающие ничего хорошего краски, предвещая новый, полный опасностей день, девочки приготовились к следующему шагу. Часовня стала их временным убежищем, местом передышки и осмысления, но она не могла стать домом.
Ответы, которые могли пролить свет на тайну матери и на то, что происходит в этом зловещем месте, ждали их где-то рядом, скрытые в стенах замка, в древних книгах библиотеки, в записях матери и, возможно, в их собственной крови, несущие отголоски древних сил и тайн. Глава 14. Исповедь под луной. Часы на колокольне пансиона пробили полночь. Их медленный глухой звон разнесся по окутанной туманом территории, напоминая о неумолимом течении времени и тайнах, которые оно хранит под покровом ночи. Лиззи, Клара и Фиона ждали этого часа, сжимаясь в тени старых, скрюченных деревьев возле западного крыла замка. План изменился. Ждать до рассвета в продуваемой всеми ветрами часовне было слишком рискованно и невыносимо. К тому же Клара вспомнила, что доступ к старым архивам в библиотеке может быть ограничен днем, но ночью, если повезет, двери могут оказаться незапертыми для сотрудников, работающих допоздна. Оцепенение от пережитого смешивалось с холодной решимостью. Каждый шорох ветра, каждый треск ветки под лапой ночного зверя заставлял их замирать, прислушиваясь, опасаясь шагов патруля или, что еще хуже, бесшумного движения тех мерцающих силуэтов, виденных ими из часовни. Прокравшись по краю освещенной территории, ныряя от тени к тени, словно тени среди теней, они достигли массивных дверей библиотеки. К их невероятному облегчению тяжелая дубовая дверь оказалась приоткрыта, словно кто-то забыл ее плотно закрыть. Или оставил так намеренно, оставив лазейку в сердце замка. Холодный, пахнущий старой бумагой и пылью воздух вырвался наружу, когда Лиззи осторожно толкнула ее, проскальзывая внутрь вместе с Кларой. Фиона осталась снаружи, на страже, пообещав подать сигнал свистом, если кто-то приблизится. Внутри библиотеки царил полумрак. Лишь тусклый лунный свет пробивался сквозь высокие узкие окна под самым потолком, отбрасывая длинные призрачные тени на массивные книжные шкафы, уходящие ввысь, словно каменные исполины, хранящие вековые секреты. Воздух был тяжелым, спертым, пропитанным запахом вековой пыли, потрескавшихся кожаных переплетов и чем-то еще неуловимо тревожным, словно дыханием забытых тайн. В тишине, казалось, можно было услышать, как время медленно шелестит страницами тысяч книг, хранящих свои секреты под пылью столетий. «Архивы должны быть в задней части», — прошептала Клара, ее голос звучал приглушенно, почти благоговейно в этом хранилище знаний. «Там, где шкафы с самыми старыми книгами». Они двинулись между рядами шкафов, стараясь ступать как можно тише по скрипучим деревянным полам, которые предательски стонали под их весом. Каждый скрип казался оглушительным в этой ночной тишине, разрывая пелену мрака. Тени танцевали вокруг них, принимая причудливые пугающие формы, словно живые существа из ночных кошмаров. Лиззи чувствовала, как напряжение натягивается, как струна с каждым шагом, как сердце колотится в груди, отбиваясь бешеной дробью, отдаваясь эхом в ушах. Леденящее предчувствие того, что они здесь не одни, было почти физически ощутимым. Кто здесь? Патруль? Медсестры в масках? Или одно из тех светящихся существ из подземелья? Осторожно заглянув за угол, Лиззи увидела Аннабель. Она сидела на полу, прислонившись к шкафу. Ее лицо было скрыто в ладонях, а плечи сотрясались от беззвучных рыданий. Рядом лежала раскрытая книга. Ее страницы были испещрены выцветшим почерком и старыми рисунками, которые в тусклом свете казались зловещими и непонятными. «Аннабель?» — тихо позвала Лиззи, подходя ближе. Ее голос был едва слышным шепотом.
Аннабель резко подняла голову. Ее глаза, красные и опухшие от слез, были полны не только горя, но и глубокого, укоренившегося застывшего ужаса. В руках она сжимала маленький потрепанный дневник в кожаном переплете. «Я не могу больше молчать, Лиззи», — прошептала она, и ее голос сорвался на новый всхлип, как рвущаяся струна. «Я нашла дневник, Роуз». Сердце Лиззи екнуло, словно оборвалось что-то внутри. Роуз. Та самая девочка, которая уехала из-за болезни год назад. Та, о которой шептались в пансионе, чье имя стало почти легендой, прикрывающей невыносимую правду. Ее дневник? Но нам сказали, что она уехала домой, что она просто заболела, растерянно произнесла Лиззи. Ее голос был лишен обычного напора. Аннабель покачала головой, слезы текли по ее щекам, оставляя влажные дорожки на пыльном лице. Нет, она не уезжала. Я была там в тот день, я видела. Ее голос понизился почти до неразличимого шепота, полного невыносимого ужаса. Они увели ее в западное крыло в тот самый день медицинских осмотров, и она больше не вернулась. Никогда. Слова Аннабель упали тяжелым свинцовым грузом, разбивая вдребезги последние остатки иллюзий, последние надежды на то, что все это лишь страшный сон. Ложь. Все было ложью. Отъезд Роуз, болезнь, все эти объяснения, они скрывали правду, ужасную правду. Я видел ее дневник раньше, продолжала Аннабель. Ее голос дрожал от воспоминаний, ее взгляд был устремлен куда-то вдаль, в прошлое. Роуз прятала его здесь, в библиотеке, в старой книге за третьим шкафом слева, на случай, если что-то случится. Если ее заберут. Она протянула потрепанный дневник Роуз Лиззи. Здесь все. Осмотры, как они меняли других девочек, как она боялась, последняя запись. Она написала ее утром в тот день. За несколько часов до Лиззи взяла дневник Роуз дрожащими руками. Обложка была мягкой, истрепанной, уголки загнуты от долгого хранения. Открыв его, она увидела аккуратный детский почерк, который поначалу рассказывал о повседневной жизни в пансионе, о подругах, об уроках, а потом тон стал меняться. Появились страхи, опасения, странные упоминания о дополнительных занятиях в западном крыле, о странном чае, после которого девочки чувствовали себя иначе, становились тихими и покорными. И последняя запись, написанная неровными, спешащими буквами, словно в последний момент. «Сегодня мой день. Я боюсь. Очень боюсь. Медсестра сказала, что это ради моего блага. Но почему тогда так страшно? Но может быть, после этого я стану особенной, как они говорят. Или как Мэри. Она теперь такая другая. Я видела ее глаза. Они светятся. Как звезды. Я тоже хочу светиться. Я не знаю. Я просто хочу домой». Сердце Лиззи сжалось от боли и невыразимого ужаса за эту несчастную девочку, чьи последние надежды были связаны со светом в глазах особенных. Роуз не просто заболела. Ее забрали. Забрали на осмотр, после которого она больше не вернулась. Точно так же, как исчезли 3 девочки, о которых говорила Фиона. Точно так же, как ее мать. Мама. Она знала об этом. Знала о Роуз, о других, и молчала? Или она пыталась что-то сделать? Неужели ее записи? Это попытки понять, как остановить этот ужас? Глубокое внутреннее смятение охватило Лиззи, словно водоворот сомнений и страхов. Мир, казавшийся черно-белым, вот зло, вот добро, вот жертва, вот палач, внезапно обрел пугающие оттенки серого. И если ее мать, ее идеал была связана с этим местом,
знала об ужасах и не смогла или не захотеть их остановить, что это говорило о матери и о ней самой, несущей ее кровь. Эта мысль была почти невыносимой, она жгла изнутри, заставляя сомневаться во всем, что Лизи знала о своей матери, о ее поступках, о ее смерти. Может ли человек, которого ты любишь больше всего на свете, быть связан с таким кошмаром? Может ли он быть виноват? «Мне угрожали», — добавила Аннабель, прерывая поток мучительных, полных сомнений мыслей Лизи. Сказали, если я хоть кому-то скажу о Роуз или о том, что видела, со мной случится то же самое. Или хуже. Я так боялась, Лизи. Страх сковал меня, не давал дышать». Ее признание было исповедью, очищающей, но оставляющей глубокий след испытанного горя и пережитого ужаса. Лизи посмотрела на Аннабель, на ее испуганное, страдающее лицо и почувствовала острый укол боли и сострадания, смешанного с виной. Аннабель была жертвой этого страха, этого молчания, которое навязывала система пансиона. И она сама тоже поддавалась страху? Или будет бороться? В этот момент в Лизе начала формироваться новая, хрупкая, но твердая основа. Личный моральный кодекс, не зависящий от авторитетов, правил или чужих ожиданий. Справедливость важнее страха. Правда важнее молчания. Защитить невинных важнее собственной безопасности. Может быть, я ошибаюсь? Мысль предательски мелькнула в голове Лизи, словно шепот сомнения в темноте. Может быть, Роуз действительно просто заболела? Может быть, этот дневник — просто фантазии испуганной девочки? Может быть, мама не знала всей правды, а те светящиеся фигуры — просто игра света и тумана, вызванная моим испугом? А если нет? А если все это правда? Истинный, леденящий душу страх, не просто испуг ребенка, а глубокий, пронизывающий ужас перед масштабом зла и собственной уязвимостью, впервые поднял голову, сковывая движение, смешиваясь со страхом за подруг. Они были в самом логове врага, беззащитные, имея в руках лишь хрупкие улики и собственную решимость. Спрятав дневник Роуз в свой саквояж, рядом с журналом матери и другими уликами, Лизи почувствовала, как груз ответственности давит на плечи, словно непосильная ноша. Они знали слишком много. Теперь пути назад не было. Поздно вечером, когда Клара и Аннабель уже уснули тревожным сном, прерываемым стонами и всхлипами, в их холодной спальне, наполненной запахом сырости и страха, Лизи стояла у окна, глядя на темный, бурлящий океан под луной. Впервые в жизни она почувствовала острую, невыносимую потребность в чем-то большем, чем просто следование правилам или традиции. Она опустилась на колени у подоконника, сложив руки. Это была не формальность, не молитва для галочки, которую учили в пансионе. Это была настоящая, отчаянная мольба о силе. О руководстве, о понимании, о прощении. «Мама, если ты слышишь меня, прошу, помоги. Дай знак. Скажи, что мне делать. И прости меня за мои сомнения. За то, что я смею думать». Голос в ее душе дрогнул, но мысль не была закончена. «Прости, если я ошибалась в тебе. Прости, если ты виновата». В тот момент, глядя на свое отражение в темном стекле окна, бледное лицо ребенка с глазами, полными решимости, печали и только что пережитого ужаса, Лизи поняла, что не может больше быть просто примерной ученицей. Часть ее навсегда изменилась в подземелье и в библиотеке. Она будет вести двойную игру. Снаружи послушная воспитанница пансиона Глен Элби, скрывающая свои мысли и чувства, внутри бунтарка, следователь,
одержимый жаждой правды о матери и о тех, кто пострадал. Это был ее сознательный выбор. Переход от наивности к принятию мрачной реальности и борьбе с ней. Ее личный моральный кодекс начал формироваться в борьбе между долгом выяснить правду и сковывающим страхом перед последствиями. Первая настоящая разгадка — исчезновение Роуз — показала ей ужасающую цену молчания. И она клянется себе под покровом луны и тишины, она не будет молчать. Глава 15. Эхо Глен Элби. Холодный лондонский дождь бесшумно барабанил по стеклу кабинета доктора Джона Ватсона на Риджер-стрит. Последние дни были пыткой. Побег Лизи, ее отчаянная записка о проекте «Лазарь», найденные им самим тревожные документы из больницы. Все это складывалось в пугающую картину. Он уже отправил дочь в Шотландию, в Глен Элби, надеясь, что там она будет в безопасности, но неизвестность терзала его. Неясные слова инспектора Грексона и упорное молчание мисс Грин лишь усиливали подозрение, что за стенами Сент-Агаты скрывается нечто гораздо более зловещее, чем простой пансион для девочек. Он остро чувствовал, прошлое, о котором говорила Лизи, действительно вернулось, и оно было опасно. Его взгляд упал на стопку неразобранной почты. Среди счетов и рекламных брошюр лежал плотный конверт из грубой немелованной бумаги без обратного адреса. Почерк на конверте был незнаком. Тонкий, нервный, будто написанный в спешке или сильном волнении. Внутри оказалось всего несколько строк, напечатанных на машинке, без подписи, но их содержание заставило сердце Ватсона болезненно сжаться, а в голове зазвучал тревожный набат. Вы не знаете, куда отправили вашу дочь. Глен Элби не то, чем кажется. Прошлое вернулось. Будьте осторожны. Ищите правду там, где ее скрывают сильнее всего. Она там, где никто не смотрит. Глен Элби. Шотландия. Именно туда отправилась Лизи. Анонимное письмо. Прямое предостережение. Прошлое вернулось. Слова, пугающе перекликающиеся с тем, что говорила Лизи о своем побеге и проекте «Лазарь», о тенях из прошлого. Доктор Ватсон почувствовал, как по спине пробегает ледяной холодок. Его дочь в опасности. Настоящей опасности. Сомнения последних дней, которыми он пытался заглушить тревогу, рассеялись, как утренний туман под лучами солнца. Он больше не мог ждать. Больше не мог сидеть, сложа руки, полагаясь на полицию, которая, казалось, не видит или не хочет видеть очевидного, предпочитая закрывать глаза на неудобные факты. Ему нужно было действовать самому, немедленно. И начать он решил с Сент-Агаты. Возможно, там остались следы, подсказки, которые упустили другие. Возможно, там он найдет нить, ведущую в Шотландию. Тем временем в мрачных древних стенах Глен Элби под свинцовым шотландским небом, словно в другом измерении, Лизи, Аннабель и Клара проводили часы, сгибаясь над документами, вынесенными из подземелья и найденными в библиотеке. Они расположились в самой дальней, самой пыльной части библиотеки, за высокими, внушающими почтение книжными шкафами, где вероятность быть обнаруженными была минимальна. Тусклый свет дня, проникающий сквозь высокие арочные окна, едва рассеивал полумрак, оставляя большую часть помещения во власти теней. Воздух был тяжелым, спертым, пропитанным запахом старой бумаги, пыли и чего-то еще, неуловимо тревожного, словно запахом застарелой лжи. Перед ними лежали бесценные, хоть и пугающие улики. Старинный медицинский журнал с методичными записями и знакомыми пометками матери, дневник Роуз, несколько обрывков писем и старых документов, найденных среди фолиантов. Каждая страница, каждое слово могли быть ключом к разгадке,
частью огромной, зловещей головоломки. «Смотрите!» — воскликнула Аннабель, пролистывая пожелтевшие страницы старого журнала, переданного ей Лизе. «Здесь снова упоминается Глен Элби, какая-то корректирующая школа для девочек Глен Элби. И дата очень старая, больше 100 лет назад». Это подтверждало глубокую, давнюю связь пансиона с мрачным прошлым и, возможно, с кровью древних кланов, упомянутой в рунах. Это место хранит свои тайны веками. Клара осторожно развернула маленький пожелтевший клочок бумаги, найденный среди книг в библиотеке. Это было письмо, написанное знакомым, строгим почерком смотрительницы мисс Грин. Оно было адресовано некоему Элистеру. Проект развивается согласно плану, но есть нежелательные девочки, которые проявляют нестабильность и отклонение от нормы. Придется прибегнуть к более радикальным мерам, как в старые времена, в соответствии с протоколами. Глен Элби готов принять их. Место подготовлено. «Нежелательные девочки?» — прошептала Лизе, и по ее спине пробежал холод оцепенения. Это звучало как приговор, как клеймо, как объяснение исчезновений и упоминание Элистера, Элистер Блэквуд, тот самый, кто помог им сбежать из Сент-Агаты, тот, кто, видимо, был глубоко связан с этим местом и знал о происходящем. Его помощь не была случайной, но каковы были его мотивы? Лизи снова открыла дневник Роуз. Перечитывая последние страницы, она искала любые детали, любые намеки, которые могли бы пролить свет на увиденное в подземелье. И нашла их. Роуз писала о странных звуках из подвала, о медицинских экспериментах, о тестах, которые над ними проводили, и о глазе в стене. «Я видела его сегодня ночью», — гласила одна из записей, написанная дрожащей рукой. «Большой стеклянный глаз в стене подвала. Кажется, он смотрит прямо на тебя. И я слышала голоса. Шепот на чужом языке. Как будто они молятся или читают заклинания. И этот запах сладкий и тошнотворный. Подвал. Глаз в стене. Пугающие голоса и запах. Это должно быть описание той самой подземной лаборатории, где они побывали. Роуз знала о ней. Возможно, даже была там жертвой. Чем больше они узнавали, тем мрачнее и взаимосвязаннее становилась картина. Сент-Агата не просто строгий пансион для девочек. Это было прикрытие, ширма для чего-то гораздо более зловещего, для проекта «Лазарь» в Лондоне, который, видимо, был связан с проектом «Эхо» в Шотландии. Как два звена одной цепи системного зла, уходящего корнями глубоко в прошлое этого места. Среди старых бумаг, аккуратно перевязанных выцветшей лентой, Лизе нашла фотографию. Черно-белый снимок, пожелтевший и потрескавшийся от времени. На нем была молодая женщина в строгом темном платье. Ее лицо было суровым, но узнаваемым. Мисс Грин. Рядом с ней, чуть позади, стояла маленькая девочка в странной, мешковатой одежде, похожей на смирительную рубашку, сшитую из грубого холста. Лицо девочки было искажено выражением ужаса, глаза были пустыми, направленными в никуда, словно из нее извлекли душу. Подпись под фото была едва различима, выцвела, но прочитать ее было можно. Испытуемая номер 3. Глен Элби. 1895 год. Это было ужасно. Это была не просто фотография из прошлого. Это было неоспоримое доказательство. Молчаливый свидетель давних преступлений, которые продолжались до сих пор. Глядя на это фото, на пустые глаза несчастной девочки, на суровое лицо мисс Грин, такой же, какой она видела ее в подземелье, Лизи почувствовала, как холод застывшего ужаса сковывает ее, проникая до самых костей. Это происходило здесь, в этом замке, больше 100 лет назад, и продолжалось сейчас. Прошлое вернулось, как говорилось в анонимном письме отцу.
Мисс Грин, леди МакДугал, Элистер Блэквуд и ее мать — все они каким-то образом были связаны с этим местом, с этими экспериментами, уходящими вглубь веков. И она, Лиззи Ватсон, дочь Мэри Ватсон. Неужели ее мать была одной из тех, кто проводил эти эксперименты? Или одной из жертв? Или кем-то еще? И эта женщина на фото, мисс Грин, в 1895 году выглядела почти так же, как сейчас. Это невозможно, или время не властно над ней? Мысль была пугающей и не укладывалась в голове, но фотография была неоспоримым фактом. В этот момент, глядя на старое фото мисс Грин и несчастной девочки в смирительной рубашке, Лиззи впервые ощутила не просто страх или долг, но и нечто более глубокое, почти мистическое, тяжелое. Ощущение, что она является наследницей чего-то ужасного, чего-то, что необходимо исправить, прекратить любой ценой. Не просто раскрыть тайну, а остановить зло, которое, казалось, уходит корнями не только в историю этого места, но и в ее собственную историю, в ее кровь, в наследие ее матери. Бремя, которое она несла с момента побега, внезапно стало тяжелее, превратившись из простого выживания в осознанную миссию. Вернувшись из библиотеки под покровом дня, когда другие ученицы занимались уроками, девочки чувствовали себя еще более одинокими и уязвимыми в стенах этого зловещего замка. Они знали слишком много. Знали, что Глен Элби — это не просто пансион, а место, где под прикрытием образования совершаются ужасные вещи, где ставятся бесчеловечные эксперименты. Знали, что Сент-Агата в Лондоне была лишь филиалом, прикрытием, вербовочным пунктом для Глен Элби. Знали о связи между мисс Грин и Элистером Блэквудом, о мрачной вековой истории этого места. И знали, что ее мать была связана со всем этим, и что эта связь была глубокой и опасной. Больше нет испуганной девочки, сбежавшей из строгого пансиона. Мысль промелькнула в голове Лиззи, пока она, сидя за ужином, в гнетущей тишине столовой, из-под тишка наблюдала за леди МакДугал. «Теперь я та, кто знает, та, кто ищет правду, та, кто будет бороться». Прежний страх не исчез полностью, но теперь он не парализовал, а скорее подстегивал, превращаясь в топливо для ее решимости. Беглянка осталась в Лондоне. Здесь, в Шотландии, родилась борец. В Лондоне, сидя в своем кабинете, освещенном лишь настольной лампой в сгущающихся сумерках, доктор Ватсон принял решение. Он не мог ждать новостей, не мог сидеть сложа руки, полагаясь на кого-то другого. Анонимное письмо, наполненное зловещими намеками, страхи Лиззи, которые он теперь понимал, были и не детской фантазией, этого было достаточно. Он едет в Сент-Агату. Возможно, там, в стенах лондонского пансиона, он найдет ответы, которые ускользнули от полиции. Возможно, там он найдет ключ к спасению своей дочери из Шотландии. Две нити расследования, начатые отцом в Лондоне и дочерью в Шотландии, начали сходиться, направляясь каждая своим путем к самому сердцу мрачной тайны, погребенной в стенах древнего замка. Глава 16. Лабиринт без дверей. Следующая ночь принесла с собой не облегчение, а лишь усиление тревоги и предвкушение нового опасного шага. После тяжелого дня, наполненного занятиями под бдительным оком преподавателей и скрытым изучением украденных документов, девочки дождались, пока замок погрузится в сон. Колокол пробил 2 часа ночи, время, когда даже самые стойкие служанки погружаются в глубокий сон, а тени становятся особенно густыми. Лиззи в одиночку, как и было решено, этот риск был только ее, она не могла подвергать опасности подруг в этот раз,
тихонько выбралась из спальни. В руке она сжимала тусклый фонарик отца, а под одеждой чувствовала холодный металл медальона и ключа, символы ее ноши и цели. Ее цель — западное крыло. Место, куда путь всем воспитанницам был строго запрещен, куда боялись заходить даже некоторые служанки. Пробираясь по темным, гулким коридорам, Лизи чувствовала, как древние стены давят на нее, как тени сгущаются в углах, оживая и принимая зловещие формы. Старые портреты на стенах, освещаемые лишь скупым лучом фонаря, казалось, следили за ней с немым укором или испугом. Здесь, в отличие от жилого восточного крыла, царил дух запустения, забвения и чего-то глубоко неправильного. Воздух был холодным и спёртым, пах пылью, сыростью и чем-то еще, неуловимо гнилостным, словно здесь умирало нечто большее, чем просто время, возможно, надежда или человечность. Полуразрушенные спальни с обломками мебели, рваными обоями и разбитыми зеркалами лишь усиливали гнетущее впечатление, создавая ощущение, что это место было покинуто внезапно, в панике. Это было место, куда отправляли тех, кого хотели стереть не только из памяти, но и из реальности. Наконец, после долгих поисков, руководствуясь смутными описаниями в записках матери, Лизи нашла дверь, соответствующую приметам. Массивная, деревянная, с тяжелым заржавевшим засовом. На ней не было номера или таблички, только выцветший символ, напоминающий те, что она видела в подземелье. Поколебавшись всего мгновения, собирая всю свою храбрость, она осторожно отодвинула засов. Дверь со стоном отворилась, впуская ее в абсолютную темноту и волну еще более тяжелого, удушающего воздуха, пахнущего сыростью и чем-то металлическим, едким. Осветив помещение фонариком, Лизи вздрогнула, ее сердце пропустило удар. Это была не просто комната. Это была камера. Или то, что от нее осталось. Стены были голые, каменные, покрытые пятнами плесени. В центре стояла одинокая, жесткая кровать, прикрепленная к полу массивными болтами. В углу — грубо сколоченный стол и стул, привинченный к полу. Но самым пугающим были детали, явно указывающие на назначение места. На стене висели несколько муляжей девичьей формы, словно оставленные в спешке или нарочно, как напоминание. А на полу лежали старые ржавые цепи, прикрепленные к кольцам в стене. На столе поблескивали таинственные, незнакомые медицинские инструменты, похожие на те, что она видела в подземелье, но покрытые толстым слоем пыли. Это место использовалось давно и, возможно, используется до сих пор для тех, кто оказывается здесь. Леденящий ужас, чистый, пронизывающий до костей, захлестнул ее. Это не приют, это тюрьма. Место для нежелательных девочек. Здесь, в этих стенах, происходило то, о чем писала Роуз, о чем намекала мать, о чем шептались служанки. Место страдания и забвения. Осторожно осмотрев комнату, Лизи заметила что-то под матрасом кровати. Рука дрогнула, когда она протянула ее, боясь прикоснуться к чему-то ужасному, и вытащила тонкую, истрепанную тетрадь в мягкой обложке. Дневник. Чей-то еще дневник. Страницы были заполнены неровным, спешащим почерком, слова местами размазаны, словно написаны слезами или в темноте. Лизи начала читать, чувствуя, как холод проникает под кожу, несмотря на плотную одежду. Записи рассказывали о страхе, боли от уколов, странных звуках за стенами и о том, как с каждым днем становилось все труднее думать, чувствовать, быть собой. Они забирают что-то важное. Мои мысли становятся медленными. Я забываю лица. Я забываю запах дома. Я даже с трудом помню, как выглядит мама. Эти строки были написаны особенно неровно, с пропущенными буквами, словно память действительно ускользала. Я мечтаю о побеге, о том, чтобы просто выйти на свет. Увидеть небо без решеток,
но сил нет. Они забирают силы вместе с воспоминаниями. И в середине тетради, выделенные крупными корявыми буквами, были строки, от которых перехватило дыхание, как от удара. «Мы не ученицы, мы подопытные, и они готовят нас к чему-то, к проекту, к тому, что они называют эхом». Проект, эхо. Снова эти слова. В голове всплыли проект «Лазарь» и проект «Эхо». Все сходилось в этом мрачном, забытом крыле. Это было сердце зла. Внезапно тяжелая деревянная дверь за спиной Лизи со скрипом захлопнулась. Резкий звук разрезал тягучую тишину, заставляя ее вздрогнуть и резко обернуться. Темнота. Света фонарика оказалось недостаточно, чтобы разглядеть, кто ее запер, кто наблюдал за ней из темноты коридора. Послышался сухой металлический лязг засова, окончательно отрезая путь к отступлению. Она в ловушке. В той самой камере, где держали других девочек. Волна паники, чистая, иррациональная паника захлестнула ее, парализуя конечности. Воздух казался слишком густым, слишком тяжелым для дыхания, стены слишком близкими, давящими. Сердце билось так сильно, что казалось, оно вот-вот вырвется из груди, стучало в ушах бешеной дробью, страх которого она так боялась, невыносимый, пронизывающий ужас перед тем, что ее ждет в этом месте, обрушился на нее всей своей мощью. Она начала дергать дверь, стучать, кричать, но звуки ее отчаяния, казалось, тонули в гулких стенах замка, поглощались тьмой. Никто не придет, никто не услышит. Она одна. В этот момент отчаяние, когда леденящие предчувствие того, что ее ждет здесь, парализовало движение, и мысли в голове Лизи, словно яркие вспышки, мелькнули лица. Аннабель, Клара, Фиона, девочки в подземелье, Роуз с ее светящимися глазами, несчастная девочка со старой фотографией, ее мать. Все они были связаны с этим местом, с этим ужасом. И только она, Лизи, держала в руках ключи к разгадке, к правде, которую так долго скрывали. Молчание других — не предательство, поняла она внезапно. Это был страх, чистый, всепоглощающий страх, который сковывал их, заставлял молчать, чтобы выжить, чтобы не стать следующей, испытуемой. И осознание этого обязывало ее. Обязывало не молчать. Обязывало выбраться из этой ловушки. Паника начала отступать, сменяясь холодной, острой, как лезвие ножа, решимостью. Она не подопытная, не жертва. Она Лиззи Ватсон, дочь своей матери. Та, кто несет в себе правду, которую нельзя позволить похоронить в этих стенах. Этот внутренний прорыв, это осознание своей новой сущности, своей миссии дал ей силы. Истинная храбрость, поняла она, это не отсутствие страха, а способность действовать, когда страшно до смерти, когда каждый мускул кричит «беги», но ты остаешься и борешься. Она перестала дергать дверь, осветила фонариком стены, пол, потолок, искала хоть малейший выход, лазейку, что-то, что упустили ее тюремщики. И нашла. В углу за грубым столом был едва заметный контур в полу, скрытый слоем пыли и мусора, крышка люка, ведущего, вероятно, в старую систему вентиляции или подземной коммуникации замка. Он был небольшим, но, возможно, это был единственный шанс. Собрав все силы, напрягая каждый мускул, Лиззи начала толкать тяжелую металлическую крышку люка. Металл пронзительно скрежетал по камню, пыль летела в глаза и нос. С каждым сантиметром, что ей удавалось сдвинуть крышку, ее решимость крепла. Наконец, с надрывным стоном крышка поддалась, открывая узкий, темный проход вниз. Оттуда пахнуло сыростью, землей и затхлым воздухом древности.
Не раздумывая ни секунды, зная, что времени у нее нет, чувствуя, как стены камеры будто сжимаются, Лиззи нырнула в темноту, унося с собой дневник Роуз, остальные улики и только что обретенное осознание собственной силы и ответственности. Она едва выбралась. Шаги погони уже звучали где-то совсем близко, в коридорах западного крыла. Голоса. Они звали ее по имени. «Лиззи! Лиззи Ватсон!» Она слышала их, холодные, требовательные. Если они найдут люк, если поймут, куда она исчезла, все закончено. Она была в опасности. В реальной, смертельной опасности. Но теперь она не просто бежала от страха. Она бежала к правде, от наивности к сознательному выбору. Ее моральное пробуждение состоялось в этой темной, душной камере. Молчать, спасти себя, возможно, на время. Говорить, рискнуть всем, но дать шанс другим. И она уже сделала свой выбор. Глава 17. Суд совести. Промозглый лондонский ветер пробирался сквозь щели в старом окне маленькой комнаты в бедном квартале Ист-Энда. Доктор Ватсон сидел напротив пожилой женщины, чьи морщинистые руки нервно теребили подол выцветшего платья. Сара Макнейл, бывшая служанка пансиона Сент-Агата, выглядела испуганной, но в ее глазах светилась решимость, которая приходит с осознанием пережитой несправедливости и груза давно хранимой тайны. Ватсон нашел ее после долгих поисков, следуя смутным подсказкам в бумагах дочери и собственным догадкам. «Я не хотела говорить, доктор». Ее голос был тихим, хриплым от страха и давнего молчания. «Нас заставили поклясться, угрожали. Говорили, что если мы откроем рот, с нами случится то же, что и с теми девочками, которых забирали». Ватсон наклонился вперед. «Что за девочки, миссис Макнейл? Что с ними случилось? И что вы знаете о Глен Элби в Шотландии?» Ее рассказ лился медленно, прерываемый всхлипами и нервными паузами, словно она выдавливала слова из себя. Она говорила о Сент-Агате как о месте, где нежелательных сирот, тех, у кого не было родственников или кто проявлял трудный характер, отбирали для отправки в корректирующую школу в Шотландии, в Глен-Элби. По ее словам, это был не просто пансион, а приют для сирот, финансируемый некими частными лицами, где под видом образования проводились эксперименты в целях коррекции поведения. Она видела, как девочек увозили по ночам, видела странных людей в масках, приезжавших в пансион, слышала крики, доносящиеся из западного крыла. И видела, как после коррекции некоторые возвращались другими, отрешенными, словно сломленными, а некоторые не возвращались вовсе. Говорили, что это ради их блага, доктор. Ее голос дрогнул, в нем слышалась боль и негодование. Чтобы сделать их покорными, чтобы они не бунтовали. Но это было не так. Это было ужасно, я видела следы на их руках и глазах. Словно что-то меняло их изнутри, забирало их самих. Она подтвердила, что Элистер Блэквуд был связан с обоими учреждениями, приезжая в Сент-Агату и курируя отправку девочек. И самое главное, она упомянула, что Мэри Ватсон, мать Лиззи, некоторое время работала в Сент-Агате за 10 лет до этого. Она тоже что-то заметила, начала задавать вопросы, искать доказательства. Именно после ее исчезновения правила в пансионе стали еще строже, а служанок запугали до смерти. Сара Макнейл была уверена, Мэри Ватсон знала об экспериментах. И, возможно, ее смерть не была случайной. Эта информация, подтверждающая самые страшные опасения Ватсона, одновременно была и ударом, и руководством к действию. Глен Элби — центр всего.
Приют для сирот, эксперименты. Его дочь находится в самом центре этого мрачного заговора. Тем временем в Глен-Элби Лиззи, укрывшись в своей холодной спальне после ночного побега, пыталась осмыслить увиденное в западном крыле. Узкий люк в полу, камера, дневник несчастной девочки — все это было пугающим подтверждением худших подозрений. Она достала медальон матери, чувствуя его привычный вес в руке, смотрела на крошечную фотографию внутри. «Мама, ты знала об этом? Знала о камере, о цепях, о нежелательных девочках?» Вопросы без ответа жгли изнутри, смешиваясь с болью и сомнениями. Она вспоминала отрывки из писем матери, ее записи, символы. Все вело к этому месту, к этим экспериментам. «Ты знала, мама, и ты пыталась что-то сделать, не так ли? Ты оставила мне ключи, подсказки. Ты верила, что я пойму?» Внутренняя борьба Лиззи достигла своего пика. Сомнения в матери, болезненные и горькие, боролись с верой в ее благородство, в ее желание остановить зло. «Я не могу судить тебя, мама. Не сейчас. Сначала я должна понять. Я должна узнать всю правду». Она почти физически чувствовала связь с матерью через этот медальон, через оставленные ею загадки. Словно мать незримо присутствовала рядом, подталкивая ее, направляя. Вошла Аннабель. Ее лицо было бледным, глаза покраснели. Она подошла к Лиззи. Ее голос был тихим, но в нем звучало отчаяние и мольба. Голос, сломанный страхом. «Лиззи, ты ведь не расскажешь никому об этом, правда? О том, что мы видели? О том, что ты нашла?» Она подошла ближе, схватив Лиззи за руку. Ее пальцы были холодными и дрожащими. «Если ты что-то сделаешь, Лиззи, и если ты расскажешь об этом леди МакДугал или кому-то еще, они узнают, что мы были там. Они узнают, что я тебе помогала, и они меня заберут. Как Роуз. Как тех девочек». Ее голос оборвался всхлипом. Я не хочу исчезнуть, Лиззи. Пожалуйста. Давай просто забудем об этом. Сделаем вид, что ничего не видели». Слова Аннабель обрушились на Лиззи, как ледяной душ, вызывая внутреннюю бурю. Забыть? Сделать вид? Отказаться от правды, от миссии, которую она, как ей теперь казалось, унаследовала от матери? Это означало бы предать Роуз, предать девочку из дневника, предать тех светящихся существ, которых они видели, предать всех тех, кто стал жертвой этого места, предать собственную мать и предать себя. В глазах Аннабель она видела не только страх, но и мольбу, отчаянное желание безопасности любой ценой, готовность закрыть глаза на зло ради собственного спасения. И в этот момент, глядя на нее, Лиззи поняла: молчание, продиктованное страхом, это не просто бездействие, это предательство. Предательство тех, кто не может говорить за себя. Соучастие в зле. Что важнее? Этот вопрос сверлил мозг, болезненный и острый, словно лезвие совести, разрезающее сомнения. Правда, которая может стоить жизни ей и ее подругам. Или чья-то безопасность, купленная ценой молчания и продолжения страданий других. В этот момент, в холодной спальне, словно в зале невидимого суда, Лиззи почувствовала себя под взглядами незримых судей. Ее мать с вопросом в глазах на фотографии в медальоне, Роуз, чьи последние слова о страхе она прочитала. Девочка из камеры, чье лицо она никогда не видела, но чью боль почувствовала через записи.
Все они, молчаливые свидетели, казалось, ждали ее решения. Суд совести вершился здесь и сейчас. Если я промолчу сейчас, чтобы спасти Аннабель, я стану соучастницей того, что происходит в этом месте. Я стану такой же, как те, кто закрывает глаза. Как те, кто боится говорить. Если я скажу, я могу разрушить жизни, мою, их. Но разве они живут сейчас? Разве их жизни не разрушены уже этим местом? Внутренний монолог Лизи, этот безмолвный, но невыносимый суд совести, был самой тяжелой битвой, которую она когда-либо вела. Она видела, как ее отец, доктор Ватсон, всегда следовал своим принципам, всегда искал правду, несмотря ни на что. Но она не хотела быть просто его тенью, идти проторенным путем, не хотела слепо копировать его путь. Она должна была выбрать свой собственный моральный кодекс, свою истину. И в этот момент, глядя на испуганное лицо Аннабель, на котором отражалась вся хрупкость человеческого страха, она внутренне приняла решение. Правда, даже самое страшное, даже болезненное — это освобождение. Не только для нее, но и для всех тех, кто заперт в стенах этого замка. Свобода через боль. Тяжелая, высокая цена, но она должна быть заплачена. Молчать было немыслимо. «Я не могу быть тенью отца», твердо прозвучало в ее душе, словно клятва перед невидимыми судьями. «Я должна быть собой. И мой путь в том, чтобы остановить это зло. Осознание своей миссии, своей ответственности, своего долга перед теми, кто не может бороться сам, вытеснило остатки сковывающего страха. Переход от страха за себя к готовности пожертвовать ради других совершился в этот момент, завершая болезненный процесс взросления и отделения от отцовской тени. Она выбрала свой путь правды. Лизи посмотрела на Аннабель. В ее глазах больше не было колебаний. Была решимость, твердая, хоть и болезненная. Слова давались с трудом, но звучали уверенно. «Я не буду молчать, Аннабель», — тихо, но твердо произнесла она. «Я не могу, это неправильно. То, что здесь происходит, это зло, и я не могу притворяться, что этого нет». Она взяла подругу за руки, сжимая их крепко. «Я не знаю, что произойдет, но я обещаю, что сделаю все, чтобы защитить тебя, и Клару, и Фиону, и всех остальных девочек». В этот момент, в холодном свете дня, проникающем в спальню, Лизи решилась действовать. Она больше не была просто испуганной беглянкой. Она стала борцом. Тем, кто готов идти против страха и несправедливости, даже если цена будет невыносимо высокой. И этот выбор, этот суд совести стал настоящим рождением ее взрослого «я». Глава 18. Время говорить. Утро в Глен-Элби началось не с привычного звона колокола, призывающего на завтрак, а с тягучего, липкого чувства страха, расползающегося по всему замку, словно ядовитый туман. Аннабель не появилась в спальне. Ее кровать, пугающе пустая, была аккуратно застелена, словно ее никогда не занимали. Тревожные шепотки пронеслись по коридорам, прежде чем учениц созвали на внеочередное утреннее собрание в большой зале, обычно используемый для воскресных служб. Лизи, Клара и Фиона сидели вместе, сжимая руки друг друга под столом, их пальцы были холодными и влажными. Лицо Клары было бледным и напряженным, Фиона метала быстрые
Испуганные взгляды по сторонам, но Лизи ощущала дрожь, проходящую по всему телу, но внутри горел холодный и чистый огонь решимости. Страх за Аннабель, заставший ее исчезнуть, пересилил все остальное. Молчать больше было невозможно. Цена молчания стала слишком высока. Леди МакДугал стояла на возвышении. Ее лицо было непроницаемо, как маска, но в ледяных глазах читалось скрытое раздражение, холодная ярость. Рядом с ней, чуть позади, с неизменной строгой осанкой и холодным взглядом, стояла смотрительница мисс Грин. Ее присутствие в этом месте, ее связь с древней фотографией, которую нашла Лизи, вызывали почти физическое отторжение, чувство глубокого омерзения. Зал был заполнен ученицами и персоналом, десятки лиц, большинство из которых выражали испуг и недоумение, другие же — равнодушие или скрытую враждебность. На одном из дальних рядов младшая девочка тихо плакала, уткнувшись в плечо соседки. Учительница-музыкант, обычно такая живая и эмоциональная, сидела, опустив глаза, избегая смотреть на возвышение. Один из преподавателей мужчин, коренастый и, казалось, невозмутимый, попытался встать, словно собираясь покинуть зал, но замер на полушаге, увидев суровое лицо мисс Грин. Леди МакДугал начала говорить ровным, бесцветным голосом об инциденте, о временном отсутствии одной из воспитанниц и о необходимости сохранять спокойствие, подчеркивая, что все под контролем. Ее слова были откровенной ложью, и эта ложь, слетающая с ее губ в лицо всем этим испуганным девочкам, вызвала в Лизи прилив гнева, который вытеснил остатки сковывающего ужаса. Она больше не могла молчать. Суд совести был завершен. Теперь пришло время приговора. Поднявшись со своего места, чувствуя на себе десятки удивленных, а затем и недоуменных взглядов, Лизи вышла в центр зала. Ее ноги слегка дрожали, но голос, когда она начала говорить, звучал удивительно твердо и ясно, разносясь по гулкому залу, словно колокол, возвещающий правду. «Аннабель не просто временно отсутствует, леди МакДугал», произнесла она, обращаясь не только к директрисе, но и ко всем присутствующим и к каждому лицу в зале. Ее забрали, как забирали Роуз и других девочек. Ее увезли в западное крыло. По залу пронесся шум, похожий на вздох ветра. Лица учениц, до этого бледны от страха за исчезнувшую подругу, теперь стали бледными от шока и неверия. Взгляд леди МакДугал стал еще холоднее, чем обычно, а мисс Грин сделала незаметное движение, словно готовилась к нападению. «Мисс Ватсон». Голос леди МакДугал был полон ледяного неодобрения, скрывающего растущую ярость. «Прошу вас вернуться на место. Ваши заявления неуместны и беспочвенны». «Нет, уместны». Лизи стояла прямо, несмотря на внутреннюю дрожь. В этот момент она чувствовала себя не ребенком, а человеком. Человеком, который говорит правду перед лицом лжи, перед лицом зла. Это было новое, ошеломляющее чувство взрослости, осознание силы в собственном голосе, силы, способной пошатнуть каменные устои этого места. «Я знаю, что происходит в этом пансионе. Знаю, что скрывается под его стенами. Я была там». Она достала из своего саквояжа дневник Роуз и старую записку мисс Грин. «Я нашла это. Дневник Роуз, которая не уехала, а была забрана в западное крыло. Вот ее последние слова». Лиз начала читать. Ее голос слегка дрожал, когда она произносила строки о страхе, о странном чае, о светящихся глазах. Она чувствовала, как напряжение в зале нарастает с каждым словом, с каждым дыханием присутствующих. Девочки слушали, затаив дыхание, некоторые начали всхлипывать. Персонал выглядел встревоженным, их лица, насколько их было видно из-за строгих воротников, выражали смятение и страх. Затем Лизи зачитала записку мисс Грин, адресованную Элистеру Блэквуду,
о нежелательных девочках и радикальных мерах. Это не просто школа. Голос Лизи стал громче, в нем зазвучало негодование, боль и обвинение. Там, под этой видимостью порядка, не классы, а клетки, не наука, а извращение. Их ломают, переплавляют, превращают в нечто другое. Я видела девочку с глазами, как у куклы, пустыми, словно душу вырезали, словно ее больше нет. Она чувствовала, как эти слова, полные увиденного ужаса, ударяют по присутствующим, как молот по наковальне. По залу прокатился вздох изумления, ужаса и растущего возмущения. Шепот сменился гулом, затем возбужденными восклицаниями. Мисс Грин выступила вперед, ее лицо было искажено гневом и презрением, направленным на Лизи. «Леди МакДугал!» — воскликнула она резким пронзительным голосом. «Эта девочка лжет. У нее нервная лихорадка. Это бред, вызванный стрессом и чрезмерным воображением. Она страдает галлюцинациями». Ее слова были направлены на то, чтобы дискредитировать Лизи. Выставить ее сумасшедшей, истеричной девочкой, чьим словам нельзя верить, разбить ее голос о стену недоверия. Галлюцинации? Лизи почувствовала, как дрожь усиливается, но она не отступила ни на шаг. В этот момент она ощущала абсолютное пронзительное одиночество, стоя против системы, против всех этих взрослых, которые предпочли молчать или лгать, чтобы сохранить свое место. Но это одиночество было ценой правды, и в нем было горькое, очищающее достоинство. Спросите Клару, спросите Фиону. Они были со мной в подземелье, они тоже видели светящихся девочек, видели камеру. Клара и Фиона кивнули, их лица были бледными, но в их глазах читалась поддержка, непоколебимая верность. Мисс Грин сделала еще один шаг вперед. Ее лицо было искажено яростью, которая едва сдерживалась, казалось, от нее исходит жар. «Это сговор. Они выдумывают все это. Я требую немедленно прекратить этот цирк. Я требую...» Внезапно массивные двери зала распахнулись грохотом, разрывая тишину и прерывая гневную тираду. В проеме стоял доктор Джон Ватсон. Его лицо было встревоженным, но в глазах горела стальная решимость. Рядом с ним стоял инспектор, одетый в строгую форму, и несколько полицейских. В руке инспектор держал официальный документ, печать на котором казалась символом высшей власти. «Именем короны!» — громко, властно произнес инспектор. «У нас есть ордер на обыск всех помещений пансиона Грен-Элби, включая закрытые крылья и подвалы. Получено свидетельство, указывающее на незаконную деятельность и удержание лиц против их воли». В зале воцарилась оглушительная тишина, прерываемая лишь всхлипами девочек и тяжелым дыханием взрослых. Леди МакДугал и мисс Грин окаменели, их лица выражали абсолютный шок и неверие, словно мир, который они тщательно строили, рухнул в одно мгновение. Их система, их ложь, их тайны — все рушилось под напором правды и власти закона. Полицейские начали действовать, направляясь в западное крыло и подземелье. Свидетельство, вероятно, было основано на анонимном письме Ватсона, его собственных находках в Сент-Агате и, возможно, на информации, полученной от Сары Макнейл. Это был ответ на крик Лизи о помощи. Лизи стояла посреди зала, испытывая странное сочетание опустошения и триумфа. Ее внутренний огонь горел ярко, освещая путь, который она выбрала. Она победила страх. Голос слабого ребенка против системы оказался сильнее лжи, молчания и запугивания. Победа была горькой, и Аннабель все еще не нашлась. Будущее было неясным.
Последствия ее действий были непредсказуемыми, но она была очищающей. В этот момент, глядя на лица потрясенных учениц, на растерянных преподавателей, на бледную от гнева и пойманную с поличным мисс Грин, Лиззи окончательно почувствовала себя не ребенком, а человеком, способным изменить мир, способным бороться за правду, даже если весь мир против тебя. Глава 19. Падение. Замок Глен-Элби больше не давил зловещей тайной, теперь он давил опустошением, словно из него выкачали всю жизнь. Полицейские и инспекторы сновали по коридорам, опечатывая двери, изымая документы, их голоса и шаги звучали чужеродно в этих древних стенах. Бывшая обитель мрачных секретов, гнездо системного зла превратилась в место преступления под пристальным взором закона. Пансион был закрыт. Учениц временно разместили в ближайшем городе, ожидая приезда родственников или решения властей о их дальнейшей судьбе. Их лица были смесью облегчения, страха и глубокой растерянности. Атмосфера была пропитана смесью шока, облегчения и глубокой укоренившейся травмы, как после землетрясения, оставившего руины не только зданий, но и душ. Лиззи стояла у массивных дубовых дверей, через которые их когда-то впустили в этот лабиринт тайн и ужасов, а теперь выносили его секреты на свет. Сцена ареста разворачивалась перед ней. Элистера Блэквуда, того самого, что когда-то протянул руку помощи в поезде, человека с множеством лиц и скрытых мотивов, уводили под конвоем. Его лицо было бледным и напряженным, но в глазах, казалось, мелькнул оттенок облегчения, словно с его плеч свалился непосильный груз, или он просто был рад, что все закончилось. Или это была лишь игра света и тени, последняя уловка. Он не сопротивлялся, тихо подчиняясь. Однако по более поздним смутным слухам, во время транспортировки он смог сбежать, растворившись где-то в лабиринте городских улиц, словно призрак, появившийся из ниоткуда и вернувшийся в никуда. Его судьба осталась неясной, добавив еще одну загадку в эту запутанную историю. Мисс Грин вывели следующий. Несмотря на наручники на запястьях, она держалась с неестественным, пугающим достоинством, прямота ее спины казалась вызовом всему миру. Ее подбородок был высоко поднят, в глазах холодная, непоколебимая надменность, словно она все еще была королевой в рухнувшем королевстве. Она не выглядела побежденной, скорее, глубоко оскорбленной тем, что какая-то девчонка посмела бросить вызов ее власти и ее системе. В ее взгляде, когда он скользнул по Лиззи, читалось не раскаяние, а чистая незамутненная ярость и обещание мести, словно она никогда не простит этого разоблачения. Она уходила из своей цитадели с высоко поднятой головой, символизируя падение старого, жестокого порядка, но и ее нечеловеческое спокойствие перед лицом полного краха было почти таким же пугающим, как и ее власть, которая, казалось, простиралась за пределы обычного понимания. Прощание с Кларой и Фионой было коротким и пронзительным, скрепленным общими страхами и общей победой. Они обнимались молча, слезы текли по их лицам, слезы облегчения от спасения, страха перед будущим и грусть от неминуемого расставания. Клара, обычно такая сдержанная и отчужденная, впервые обняла Лиззи, крепко-крепко, сжимая ее в объятии, словно пытаясь передать всю невысказанную благодарность и хрупкость момента. В этом объятии была вся их общая боль, все пережитые страхи, вся хрупкость их едва зародившейся дружбы, выросшей на руинах. Фиона прошептала слова благодарности. В ее глазах больше не было страха, лишь грусть расставания и понимание, что их пути расходятся. Они выжили. Но какой ценой? Аннабель не нашлась.
Несмотря на тщательные поиски во всех помещениях замка, включая подземелья, ее следов обнаружить не удалось. Она просто исчезла, растворившись, как и те девочки, о которых говорил дневник Роуз, превратившись в еще один призрак этого проклятого места. Ее судьба осталась неизвестной, став горькой, незаживающей раной на совести Лиззи, напоминанием о цене их победы, о тех, кого не удалось спасти, о границах ее собственных возможностей. Чувство вины, острое и невыносимое, сдавило сердце Лиззи при мысли о ней. Могла ли она сделать больше? Успеть раньше? Позже, в одной из пустых пыльных комнат замка, которая служила временным пристанищем для спасенных девочек, Лиззи наконец встретилась с отцом. Доктор Ватсон выглядел усталым, его лицо было покрыто пылью, но его глаза были полны облегчения, когда он увидел дочь целой и невредимой, и гордостью за нее. Он подошел к ней, и на мгновение они просто стояли, глядя друг на друга, без слов, но с пониманием, пришедшим через общие испытания. Этот разговор не был легким. Слишком много было сказано и пережито, слишком много изменилось между ними в эти дни. «Лиззи, моя дорогая Лиззи!» Его голос дрогнул от эмоций. Он обнял ее, крепко, словно боялся, что она снова исчезнет. «Я так боялся за тебя. Когда я получил то письмо и твои слова, я должен был поверить сразу. Прости меня. Прости, что не защитил». Лиза прижалась к нему, чувствуя тепло и защиту, которых ей так не хватало в последнее время, ощущая себя одновременно маленькой девочкой и человеком, прошедшим через ад. Но она знала, она больше не та маленькая девочка, которую он оставил в Лондоне. Она видела ужасы, которые не должен видеть ни один ребенок. Она сделала выбор, который не под силу многим взрослым. «Папа!» Ее голос звучал тихо, но в нем чувствовалась новая стальная твердость, которую он слышал впервые. Голос, который больше не колебался. Я знала, что делаю, и я должна была это сделать. То, что там происходило, это нельзя было оставить так. Она посмотрела ему прямо в глаза, и в ее взгляде он увидел не только усталость, но и глубокую мудрость, принятие и осознание своего пути. «Ты больше не можешь решать за меня. Мой путь, он теперь мой». Джон Ватсон отстранился, глядя на нее с удивлением, а затем с глубокой болезненной гордостью. Он видел перед собой не просто дочь, а человека, сформированного испытаниями, личность, выкованную в огне. Он видел в ее глазах не только усталость, но и непоколебимую решимость, отражение пройденного суда совести. Он кивнул, принимая ее слова, принимая ее новую сущность. «Я знаю, Лиз». Его голос был низким, полный понимания и принятия, смешанного с легкой грустью от осознания того, что его маленькая девочка выросла. «Я вижу. Ты больше не девочка, Лиз. Ты стала сильной. Слишком сильной для меня, может быть. И я все равно люблю тебя. Больше всего на свете. И горжусь тобой. Всем сердцем». Он улыбнулся, и эта улыбка была искренней и грустной одновременно. «Но я не смогу всегда быть рядом, чтобы защищать тебя на этом пути. Этот путь теперь твой. И он, кажется, будет непростым». Чувство триумфа, которое, казалось бы, должно было наполнить ее после разоблачения и падения Глен Элби, не пришло. Вместо него была тяжесть ответственности, словно на ее плечи легли камни, не могил, а судеб девочек, что не вернутся. Тишина в коридорах казалась громче, чем раньше был их испуганный шепот или смех, напоминая об отсутствии тех, кого забрало это место. Была грусть по тем, кого не спасли, по сломленным жизням, по потерянному детству. Была пустота после того, как цель, к которой она так стремилась, была достигнута. Но рядом с ними была и гордость за себя, за свой выбор, за свою силу,
за то, что она не сломалась. В последующие дни, когда хаос постепенно улегся, Лиззи получила предложение учиться в престижной школе в Эдинбурге, куда принимали самых одаренных девочек. За ее способности и исключительный ум, проявленный в столь юном возрасте. Это был бы путь к безопасности, к нормальной жизни. Путь, который, возможно, выбрал бы для нее отец, мечтая о ее благополучии после всего пережитого. Но Лиззи уже знала, что этот путь не для нее. Зло, воплощенное в Глен Элби, не исчезло. Оно затаилось, сменило обличье. Его корни уходили слишком глубоко. И если она хотела по-настоящему жить, а не прятаться от правды, если она хотела использовать обретенную силу и осознание, ей нужно было идти навстречу неизвестности. Она выбрала свой путь. Путь, где страх — лишь тень, а правда — единственный свет. Путь борьбы. Глава 20. Возвращение. Прошло полгода. 6 месяцев, отделяющих кошмары шотландских пустошей и холодного камня Глен Элби от новой, пока еще непривычной реальности лондонских улиц. Жизнь внешне вернулась в привычное русло, но для Лиззи Ватсон оно уже никогда не будет прежним. Она снова жила с отцом в их доме в Челси, где воздух пах смесью книг, трубочного табака и бергамота, но тени прошлого не исчезли бесследно. Они стали частью ее самой, изменив ее навсегда. Выковав новую личность, оставив невидимые шрамы, которые служили напоминанием и компасом. Сидя у окна своего небольшого кабинета, куда проникал мягкий, рассеянный лондонский свет, Лиззи писала в дневнике. Тот самый дневник, который она начала вести еще в Сент-Агате, который стал свидетелем ее страхов и прозрений. Ее почерк изменился. Из неуверенного, порой дрожащего детского он стал четким, уверенным, сильным, даже резким нажимом, отражение произошедшей внутренней перемены, обретенной силы и решимости, которые теперь были частью ее самой. Она записывала свои мысли, наблюдения, планы. Прошлое стало не грузом, а уроком, фундаментом для будущего. Приходили письма. От Аннабель из санатория на побережье, куда ее отправил отец Лиззи, оплатив лечение и реабилитацию. Аннабель нашлась, вернее, ее вовремя успели спасти. Она медленно, мучительно поправлялась, возвращаясь к жизни после пережитого ужаса и, возможно, последствий экспериментов. Ее письма были полны тихой грусти, благодарности за спасение и робкой надежды на полное выздоровление. От Клары из новой школы, куда ее устроил отец после закрытия Глен Элби, в ее строках чувствовалась новообретенная свобода, стремление наверстать упущенное и не потерять связь с теми, кто разделил с ней кошмары пансиона. В одном из писем Фиона писала: «Ты думаешь, это все когда-нибудь забудется?» Нет. Иногда боль становится компасом. Главное — не выбросить его, а научиться им пользоваться. Эти слова глубоко запали в душу Лиззи, став отражением ее собственного пути. Фиона, кажется, осталась в Шотландии, ее судьба оставалась неясной, как и многие другие вопросы, связанные с Глен Элби, чьи тайны еще только предстояло полностью раскрыть. Пансион был закрыт, его тайны постепенно выносились на свет в ходе расследования, но полное понимание масштаба происходившего требовало времени и усилий многих людей. Лиззи не чувствовала себя ни героиней, ни жертвой. Было спокойствие, пришедшее с принятием прошлого, с осознанием его места в ее жизни, его роли в ее становлении. Уверенность,
рожденная в борьбе со страхом и несправедливостью, с ложью и молчанием. Она приняла свое прошлое с его ужасами и потерями как часть себя, как ступень к тому, кем она стала. «Глен Элби и Сент-Агата были моим крещением», — думала она, глядя на шрам на руке, оставшийся после падения в подземелье. «Они сломали меня, но и выковали заново. Я заплатила высокую цену, но обрела нечто более ценное — себя». Однажды утром, спускаясь по лестнице к завтраку, Лиззи увидела на столе письмо с незнакомым гербом. Отец, сидевший за газетой, кивнул. «Тебе. Пришло сегодня». Лиззи вскрыла конверт. Внутри оказалось официальное приглашение на стажировку в юридическую клинику, занимающуюся делами несовершеннолетних. Ее имя было упомянуто в материалах дела Глен Элби как ключевого свидетеля, чьи показания сыграли решающую роль. Это был первый осязаемый шаг к той цели, которую она поставила себе — использовать свой опыт, свои знания, свою силу, чтобы помогать тем, кто не может бороться сам, кто оказался в тени системы. Будущее больше не казалось пугающей неизвестностью, а скорее полем для действий, где она сама могла прокладывать путь, основываясь на своем моральном компасе. Лиззи знала, чего хочет. Не просто вернуться к прежней жизни, не спрятаться за спиной отца или в стенах престижной школы. Она решила использовать свой опыт, свои знания, свою силу, чтобы помогать другим. Возможно, стать писательницей, которая рассказывает правду о тех, кто оказался в тени, кто лишен голоса, или юристом, борющимся за права слабых и уязвимых. Это был ее выбор. Осознанный, свободный от чьих-либо указаний, даже отцовских, которые он принимал с гордостью. Доктор Ватсон, видя ее решимость и целеустремленность, больше не пытался настаивать на своем, лишь наблюдал с гордостью и легкой грустью, понимая, что его маленькая девочка выросла и выбрала свой взрослый путь. В тот день, когда она дописывала последние строки в своем дневнике, за окном шел легкий лондонский туман, мягкий и густой, как молчание перед началом симфонии, как предвестие не только перемены погоды, но и чего-то большего, внутренней весны, перемены в ней самой. Она остановилась, глядя на страницу, чувствуя вес прожитых дней и силу обретенной идентичности. Раньше, в начале дневника, над ее именем было написано: Елизавета Ватсон, воспитанница пансиона Сент-Агата, символ ее прошлой жизни, ее зависимости от чужой воли и правил. Осторожно, но твердо Лиззи провела линию через слово «воспитанница». Оно больше не определяло ее, больше не было ее клеймом. Под ним, новым, четким, уверенным почерком, она написала всего одно слово, ставшее ее новой идентичностью, ее кредо — «свободная». «Теперь я сама решаю, кто я». Прозвучал в ее душе спокойный и уверенный внутренний голос, который больше не сомневался, не колебался, не боялся. От девочки испуганной и наивной к личности с принципами, готовой бороться за правду, за справедливость. Это было ее становление. Последняя сцена. Ветер легонько треплет ей волосы, когда Лиззи выходит из дома в Челси. На улице пахнет морем, старым кирпичом и новыми надеждами. Под мышкой у нее книга, то ли дневник с последней записью о свободе, то ли первый том, посвященный юриспруденции или журналистике, с пустыми страницами, как предстоящая жизнь. Медальон матери чуть звенит на цепочке, отражая тусклый утренний свет. Теперь не просто реликвия, а символ совести, интуиции и связи с прошлым, которая стала частью ее силы. Туман окутывает улицы, мягкий и густой. Он больше не кажется зловещим. Он зовет в будущее,
в новую главу. Лиза делает шаг, потом еще один, не в прошлое. Вперед, в жизнь, которую она выбрала сама. Beneath the moon, a shadow's grace, where ancient walls their secrets keep. A silent figure finds this place, and dreams within the darkness sleep. A whisper soft, a mournful sigh, a tale of love and dark desire, where shadows dance and passions fly, and hearts ignite with burning fire. The stone awaits with silent hand, a destiny that none can flee. A silent figure finds this place, and dreams within the darkness sleep. A whisper soft, a mournful sigh, a tale of love and dark desire, where shadows dance and passions fly, and hearts ignite with burning fire. The stone with silent hand, a destiny that none can flee. Beneath the moon, a shadow's grace, where ancient walls their secrets keep. A silent figure finds this place, and dreams within the darkness sleep.